Большое спасибо, что выбрали именно нашу секцию. Нам кажется, это самое интересное вообще, что только есть на этом форуме. И давайте начинать. Okay, thank you for having me. Спасибо за то, что пригласили. So I have to start again by saying that I don't have any conflicts of interest. Я хочу еще раз начать с того, что скажу, что у меня нет никакого конфликта интересов. And I promise there's a little bit of overlap, but there's plenty of new material for you. Я хочу вам сказать, что будет небольшое повторение, но при этом будет достаточно много нового материала для вас. So as you remember from earlier, most children do enjoy eating. Как вы помните с предыдущего доклада, большинству детей есть нравится. However, what we're going to focus on today is more of these chronic feeding issues, and you're looking more at this kind of picture. Но сегодня мы будем говорить о хронических расстройствах приема пищи, то, что выглядит примерно как вот здесь на картинках. And if you remember, I mentioned earlier today that meal times are a common problem for most children. Как я уже сегодня говорила, трудности с приемом пищи, они вообще достаточно свойственны большому количеству детей. And we do see that parents will, comment that their kids struggle at mealtime about 40% of the time. И мы знаем, что примерно в 40% случаев вообще родители жалуются, что у детей есть те иные трудности принятия пищи. And they'll report picky eating patterns. One day they'll eat something, the next day they won't. И это включает и разборчивость в еде. Вчера это ел, сегодня не стал. Even typical eaters want to eat the same thing. Maybe it's just pizza. All I'll eat is pizza. These couple of days. Даже дети без нарушений пищевого поведения могут требовать каждый день одно и то же. Например, хотят они пиццу все время. A lot of kids will do things to end the meal, so they'll try to leave the table or say, "Ew, I don't want to eat that. I don't want vegetables." Много дети часто говорят, что, например, не хочу эти овощи, или будут пытаться из-за стола уйти. And a lot of them are kind of all over the place with their eating. They'll eat you out of house and home one day, and the next day they eat 2 bites. Но и немножечко меняется, сколько они едят, то они могут способны съесть всю порцию, а на следующий день 2 ложечки попробовал и перестал. And it's often, that they don't want to feed themselves, they want their mom or their dad to feed them. Также родители жалуются на то, что не хотят есть самостоятельно, хотят, чтобы мама или папа их кормили. So this can be normal. И это может быть в рамках нормы. And if you look at picky eating itself a little further, we estimate that about 22% of kids are picky eaters. Если говорить про избирательность в еде, то можно сказать, что 22% вообще детей, они как раз относятся к этому типу, они избирательные. So that means for kids around 2, about a quarter of them are going to be picky eaters. А это означает, что в 2-летнем возрасте практически 25% детей проявляют разборчивость или избирательность какую-то в еде. But with a picky eater, parents kind of think this is occasional, and they're not really worried about it. Но родители это воспринимают как такую штуку, которая приходит и уходит, и особо это их не волнует. And the definition of picky eating is not quite uniform. Ну и избирательность в еде, его определение, оно не то чтобы для всех одинаковое. But it usually is characterized by, low dietary variety and unwillingness to eat familiar or new foods. Ну и, соответственно, в основном это касается разнообразия пищевого рациона, когда они либо хотят есть одно и то же, либо отказываются пробовать новый вкус, новую пищу. But what's important to note with a picky eater, even though they might eat less vegetables, it doesn't compromise their intake. Что касается разборчивых едоков, то даже если, допустим, едят меньше овощей, это все-таки не ставит под угрозу получение питательных веществ в должном объеме. So they're probably eating enough fruits and other things so that they don't have nutritional deficiencies. Соответственно, они, может быть, едят просто больше фруктов или чего-то еще, что не приводит к дефицитам, действительно связанным с приемом еды. If you look at something called food neophobia, при этом, если мы смотрим на то, что называется неофобией пищевой, this is probably under the umbrella of picky eating. Это тоже входит, вот этот зонтик, находится под зонтиком избирательности в еде. And this is specifically a reluctance to try new foods. И это особенное отношение имеет к способности пробовать новую еду. And there is an evolutionary hypothesis for this. Под этим стоит возможная эволюционная гипотеза.
So if you think about it, a long time ago, when kids are around 2 years of age, they're becoming more independent. Если думать исторической перспективе, то когда ребенку года 2, они становятся более So самостоятельными. they're moving around on their own, and so they're really trying to avoid, poisonous plants and things of that nature. Соответственно, они уже самостоятельно передвигаются, и должен быть какой-то механизм, который защитил бы их от того, чтобы быть отравленными, например, какими-то растениями, которые находятся в окружении в природе. So it could be a survival mechanism, and so they've learned to reject bitter. То есть, соответственно, это может быть связано с механизмом выживания, когда дети пытаются отказываться от того, что может выглядеть как горькое. But this is just a hypothesis. It is interesting that you see this neophobia spike, around 2, and then it starts to go away over time. Но это вполне пока еще все-таки гипотеза, но при этом интересно, что вот этот пик неофобии мы видим примерно в 2-летнем возрасте, после чего интенсивность начинает спадать. And if you're looking at, a mild problem, typically this is going to get better on its own or with, a few interventions. Если мы говорим про легкие пищевые расстройства, то мы видим, что оно либо само проходит, либо проходит после достаточно малоинтенсивного вмешательства. So this could be just education about how you structure a meal, how you present bites. Это может касаться того, что мы учим родителей, как мы структурируем время приема пищи, либо как мы преподносим, даем еду ребенку. Nutritional guidance. Может быть, какие-то рекомендации по диете ребенка. And with these mild problems, usually there's not an issue with growth. Their nutrition is fine. И вот эти легкие пищевые расстройства обычно не приводят к задержкам роста физического развития. And the child has a good relationship with food. И при этом у ребенка хорошее отношение вообще с едой как таковой. When we look at chronic feeding concerns, then, Когда мы переходим к рассмотрению хронических расстройств приема пищи, this is going to affect probably about 5% of children. И это свойственно примерно 5% детского населения. And we often categorize this in 2 different ways. Мы обычно категоризируем данное расстройство вот по 2 направлениям. So first concerns with, volume, so the amount of food that the kids are eating. Первое направление касается объема, количества съедаемой еды. So these kids are not eating enough to grow, and they might be dependent on tube feedings. Например, когда дети недостаточно едят для того, чтобы обеспечивать потребности физического роста, либо они принимают пищу через гастростому или какую-то другую трубку. And the other issue is going to be with dietary variety. А следующий вопрос касается разнообразия диеты ребенка, Or food selectivity. либо вот как раз избирательности в еде. The thing that they have in common are that these inappropriate mealtime behaviors are going to look very similar regardless of the problem. Что еще хотелось бы сказать, что нежелательное поведение во время приема пищи, оно может выглядеть примерно так же вне зависимости от источника проблемы. So in the presence of food or non-preferred foods, they're going to be turning away, pushing at the caregiver's hand, crying, screaming. Соответственно, когда им дают непредпочитаемую пищу, они либо отворачиваются, либо пытаются оттолкнуть руку, взрослого, который их кормит. And just to remind you, this is our new food pyramid, or choose my plate. Ну вот просто чтобы вам напомнить, это то, что мы сейчас называем новой пирамидой еды или выбери мою тарелку. И вот здесь ресурс, ссылочка. So this is what we want kids to be eating. Вот так мы хотим, чтобы они ели. And I like to challenge, parents and others sometimes to go, how well are you doing? Because I know I probably don't always get half my plate with fruits and vegetables. И, соответственно, я иногда родителей спрашиваю, а вы как хорошо едите? И сама про себя могу сказать, что я не уверена, что половина моей тарелки содержит овощи и фрукты. So if we look at this volume side of things, this is probably what we're shooting for. Ну вот если смотреть на объем вот этого делать, вот, наверное, это то, к чему хотели бы стремиться. But this is what we're getting instead. So they're really eating nothing or А a в few bites. итоге вот то, что мы получаем вместо этого, либо ничего из этого не едим, либо из какой-то категории мы едим совсем немножечко.
And how we detect this problem is usually looking at growth. Как мы определяем данные проблемы, когда мы отслеживаем рост ребенка? So we usually catch this food refusal issue because they're falling off the growth curve. Обычно мы начинаем понимать, что там что-то с едой не то, когда начинаем прослеживать ребенка по кривым роста. And the medical solution tends to be things like feeding tubes or an over-reliance on something like Pediasure. Ну и медицинские решения иногда приводят к тому, что ребенок начинает получать большую часть еды через какую-то трубку и оказывается из-за этого зависим от жидкой или каких-то молочных смесей. And Pediasure is just a nutritionally complete formula. Ну и, соответственно, педиатры прописывают какие-то специальные смеси. Often with volume concerns, we do see early medical histories with these kids. Когда это касается сниженного объема принятия пищи, за этим чаще всего стоят какие-то ранние медицинские причины. So things like reflux, food allergies, prematurity. Это может быть рефлюкс, это могут быть пищевые аллергии, это может быть факт преждевременного рождения. And this has likely caused eating to be, painful or difficult. И после этого повышается вероятность, что процесс принятия пищи либо будет болезненным, либо затрудненным. And up to 70% of kids with chronic medical conditions do have feeding problems. И получается, что до 70% детей с хроническими медицинскими заболеваниями имеют как раз серьезные нарушения пищевого поведения. And what we suspect is that, of course, these kids are engaging in a lot of these behaviors because they're escape and avoiding pain. И что мы подозревать начинаем, что вот как раз это поведение ребенка, когда он пытается избежать еды, он делает, потому что он пытается избежать боли. So, it's like the parent presents the food and they're like, get that away from me because every time I've eaten it before, I've gotten sick. То есть получается, что родитель ребенку дает еду, а ребенок пытается показать: уберите от меня это, потому что каждый раз, когда я это получаю, мне больно. Now, the other side of things, the dietary variety issue. Другая сторона вопроса – это разнообразие пищевого рациона. This is often what we see, we've got, chicken nuggets and french fries, and maybe the child will eat some snack foods like crackers. Ну вот это то, что мы часто видим, какие-то наггетсы или жареная вот эта картошка, либо какие-то печеньки. And it can be really difficult because, of course, they're not eating anything else besides this small group of food. И это может быть достаточно сложно, потому что ребенок, кроме вот этих групп продуктов, ничего и не ест другого. But they're most likely still growing okay. Но при этом они с большей вероятностью все-таки растут обычным образом. So, of course, we see a lot of this with kids with autism. Да, мы, конечно, часто это видим у детей с аутизмом. But we're not sure if they have the same history. It doesn't seem like they're engaging in these behaviors or avoiding food to escape pain. Но похоже, что за этим стоит у них другая причина. Не похоже, что они пытаются отказываться от пищи, потому что пытаются избежать каких-то болезненных ощущений. And it seems like, of course, if they have a medical history like the other kids, that makes sense. But we're not really seeing that connection with autism and food selectivity. И, конечно, если у них плюс аутизм есть какие-то другие медицинские вопросы, то это может быть справедливым, но вообще просто между аутизмом и пищевой избирательностью мы особой-то связи не видим. So what could be going on? Что там может за этим стоять у детей с аутизмом? So it could be that there's, an oversensitivity. За этим может стоять гиперсенситивность. To texture, oral defensiveness for these Вот то, kids. что называется оральной защитой, против которой возникает на определенные текстуры пищи. And if you think about kind of their patterns of behavior, they're really repetitive and restrictive. А если при этом думать о свойственных аутизму паттернах поведения, когда они демонстрируют повторяющиеся либо ограниченные паттерны поведения, So they insist on sameness. Everything has to be the same. It has to be out of the соответственно, right им box. настаивают на постоянстве. Все должно быть таким же самым, либо это должна быть такая же коробка. So sometimes it's not only chicken nuggets, it has to be chicken nuggets from McDonald's out of the box. То есть это иногда даже не куриные наггетсы, а куриные наггетсы из Макдональдса, которые находятся в определенной коробке.
And if you think about something as simple as an apple, А если думать о чем-то таком простом, как яблоко, например. if you click, there's like apples. So if you look at just apples themselves, there's different varieties of apples. На яблоки смотришь, они вообще все разные. And even within the same apple, it could be different in how hard or soft it is. И даже несмотря на то, что они яблоки, они могут отличаться по тому, насколько они мягкие или твердые, How sweet or tart that is. насколько они кислые или сладкие. So every bite could be different. То есть каждого кусить, оно будет по-разному. And so for somebody who insists on something being the same, that's kind of difficult. А для кого-то, кто все время настаивает на однообразии, это может быть достаточно сложно. But if you think about foods like goldfish crackers, А если при этом думать про вот эти вот крекеры, рыбки, например, a goldfish cracker is the same every time because it's highly processed. он постоянно одинаковый, потому что это вообще пища, которая подвергалась неоднократной обработке. A goldfish is a goldfish. То есть рыбка, она и есть рыбка. And as I mentioned, you're not really going to see a problem with growth, and it's going to be dietary quality that's the problem. То есть когда мы не видим трудностей роста и веса, это скорее качество рациона, которое может быть проблемой. And highly likely that there's nutritional deficiencies. С большой вероятностью есть там какие-то дефициты питания. And in a meta-analysis by Will Sharp and his colleagues, he found that there's a 5-fold increase in a child having a feeding problem if they have ASD. Ну и был произведен метаанализ коллегами, которые обнаружили, что, судя по публикациям и исследованиям, у людей с расстройствами аутистического спектра вероятность иметь расстройство приема пищи повышается в 5 раз. And the most prevalent problem is going to be food selectivity. И основная для них присущая проблема – это избирательность в еде. And overall, the findings are saying that they prefer really processed foods, snacky, kind of carbohydrates. Ну и то, что мы увидим, что они предпочитают достаточно часто либо вот эти продукты полуфабрикаты, либо высокоуглеводные, либо что-то, либо жирные, либо что-то похожее на снеки или перекусы. Or otherwise high, fat and junk type foods. То есть вот это жирная пища, либо пища типа полуфабрикатов. And there's going to be an overall rejection of fruits and vegetables. И при этом свойственна еще и попытка отказываться от фруктов и овощей. And here's a summary of some studies. Вот некоторые обобщения ряда исследований. And you don't have to get bogged down in the details, but the main point is that you see that they're refusing vegetables and fruits. И мы не будем глубоко погружаться в детали, но если так смотреть даже поверхностно, мы видим, что отказываются от овощей и фруктов. And showing preferences for things like pizza, pasta, А при cookies, and этом candy. любят макарошки, конфетки, печеньки и пиццу. Okay, so if we look at the clinical presentation of a child with autism or food selectivity versus a child with a volume concern, И если мы смотрим на соотношение, какие проблемы свойственны каким детям, либо излишняя избирательность, либо проблемы с потребляемым объемом, first, like I mentioned, those inappropriate mealtime or refusal behaviors are going to look the same. как я раньше говорила, что, собственно, поведение может выглядеть совершенно одинаково. If you look at growth, a child with food selectivity, often they're not going to be underweight. Но при этом, если мы смотрим на показатели роста, то, скорее всего, ребенок с расстройством типа повышенной избирательности, он не будет выпадать за пределы нормы веса. But a child with a volume concern, likely there's been a problem with growth at some point. А если у ребенка проблема с объемом принимаемой пищи, скорее всего, у него будут дефициты веса. And to review, when you look at the medical complexities, kids with food selectivity don't tend to have that same medical history. Дети с избирательностью пищевой, чаще всего у них за этим не стоит такая длительная сложная медицинская история. Whereas kids with food refusal, we are seeing that. А Lots of если medical есть issues. отказ от еды, чаще всего там как раз за этим стоят всякого рода медицинские причины.
If we look at their oral motor skills or whether they can chew, Если смотреть на их орально-моторные навыки, способны ли они вообще жевать? it seems like for kids with food selectivity, a lot of times this is intact. They're just not going to chew things they don't like. То у детей с пищевой избирательностью там все в порядке с навыками, они просто не будут жевать пищу, которая им не нравится. However, a child with a volume concern, often, they may not even have the skills to chew, so they have to consume purees. А у ребенка, у которого проблемы с принимаемым объемом пищи, у них, скорее всего, они не жуют и едят пюре, потому что они вообще жевать не способны. And likely this is experience-based because they weren't exposed to food at the right time to learn to chew. И, скорее всего, за этим стоит дефицит опыта, потому что вовремя ребенок не получил возможности принятия пищи, которые необходимо пережевывать. And to review that medical outcome, of course, a child with food selectivity, likely it's going to be their nutritional intake that's a problem. Ну и если мы возвращаемся к избирательности в еде, скорее всего, это у ребенка с избирательностью это проблемы с разнообразием рациона, не все дополучает. So deficiencies in essential vitamins and minerals like vitamin C or D. Может, у него там не хватает витамина С, витамина D. And then for a child with volume concerns, likely you're going to see more of this dependence on tube feedings or liquids. А если это касается ребенка, который потребляет недостаточный объем пищи, то чаще всего он питается через трубку и получает свою пищу в жидком виде. And of course, it's not always this black and white. You have kids, in the in-between as well. Понятно, что это не черно-белая картинка, и есть те, кто находится в середине этого спектра. So to come back around to etiology, Возвращаясь к этиологии. for those of you who are here this morning, I'm not going to spend as much time here, but all of these factors usually do Для тех, кто contribute. здесь был сегодня с утра на пленарке, не буду много об этом говорить, но вот те факторы, которые вносят свой вклад в появление расстройств пищевого поведения. And I'll go through them briefly. Я быстренько только их проговорю. So of course, if we remember, a lot of these kids have that early medical experience that causes eating to be painful. Как вы помните, мы говорили о том, что у многих этих детей есть ранний негативный опыт, когда процесс еды приносил какие-то неприятные физические ощущения, боль. So you can kind of see where it starts. То есть мы видим, когда начинается. And then even though we have maybe solved the medical problem, we have these learned behaviors that now То interfere. есть даже если эти медицинские вопросы предыдущего характера решены, мы видим вот это новое выученное поведение, которое демонстрировал ребенок раньше, которое продолжает влиять на процесс приема пищи. So if the child would just try food again, they'd probably find that maybe those painful experiences aren't there anymore, but they're just not willing. То есть даже если ребенок попробовал бы эту пищу и это не вызвало бы у него боли, он это не делает и поэтому не хочет, не пробует. And then they also learn that, wow, my parents do a lot of really cool things when I refuse to eat. А еще он научился тому, что он понимает, что когда я отказываюсь есть, мои родители делают очень клевые вещи. And then if you look at that oral motor domain, we hypothesize that there could be issues at birth here already for some. Когда мы смотрим на орально-моторную часть данного вопроса, мы видим, что есть некоторые вопросы, которые присутствуют уже с рождения. Or it could be that this starts to get worse because the kids aren't using these skills. Либо есть ситуация ухудшения, когда ребенок какие-то навыки просто не использовал. So they're not eating, so then they're not progressing through their milestones. Соответственно, если они не едят через рот, они не проходят стадии вот этого развития пищевого поведения. And then in this physiological domain, like I mentioned earlier today, it seems like a lot of parents will say their kids will go all day without eating. Ну и с физиологической точки зрения мы встречаем родителей, которые говорят, целый день так и не ест. And they just seem to have no drive at all. Такое ощущение, что у него вообще голода нет, его и не тянет к этому делу. And if you can imagine a kid with a feeding tube, it's hard to probably feel hungry as well because you're being fed throughout the day. Ну и если это ребенок, который на гастростоме, там вообще трудно понять, как выглядит чувство голода, потому что тебя в течение целого дня как-то кормят. Okay, so this is this graphic again, just to Вот kind of опять этот слайд, emphasize that you need help from all of these disciplines because of how complex the etiology который is. показывает, что нам нужна помощь представителей всех этих дисциплин, потому что теология данный вопрос достаточно сложная.
And then I just want to hit these 4 key findings from this meta-analysis that I covered this morning. И еще раз 4 заключения, которые были сделаны на основе огромного анализа литературы, метаанализа. And this is that when you have a team of folks working on the problem, you want to have somebody from psychology, То есть, если команда, то должен быть кто-то из области психологической, medical oversight from a GI or nurse practitioner, кто-то из врачей, которые смотрят за медицинскими вопросами, это касается гастроэнтеролога, медсестер, a dietitian, диетолог, and then hopefully a speech pathologist or occupational therapist who specializes in feeding. и желательно бы еще и логопед, и эрготерапевт, специализацией которого является как раз процесс еды. And it sounds like that's not very common for you. Я так поняла, что это не особо для России свойственная ситуация по поводу логопеда. And then we're going to spend a lot of time during the rest of the workshop today talking about behavioral intervention. Мы много времени посвятим сегодня с тем, чтобы говорить о том, как выглядит поведенческое вмешательство на этом мастер-классе. So this is the only treatment with empirical support to address the problem. Но это на сегодняшний день единственный вид помощи, эффективность которого доказана в исследованиях. And key to successful intervention. И он является ключом к успешному вмешательству. And then, of course, we want to have heavy involvement from caregivers. И да, конечно, мы хотим, чтобы были очень включены родители или те, кто заботится о ребенке, And provide systematic training and support to make sure that they can feed their child in the home. которым нужно получать систематическое обучение и поддержку с тем, чтобы они продолжали успешно кормить ребенка дома. And when we're working very intensively, we want to make sure we continue to follow these kids in outpatient. Ну и, соответственно, мы работаем очень интенсивно с тем, чтобы потом можно было перевести ребенка на амбулаторное наблюдение. So as I mentioned earlier, in day treatment programs, kids will come for 2 months at a time to work really intensely on the problem. Как я раньше говорила, они у нас в интенсивной программе участвуют 2 месяца или 8 недель. Это очень интенсивная программа. And so when they discharge, we have to make sure we continue to support them. И после выписки мы должны быть уверены в том, что мы продолжаем поддерживать семью. Okay, moving on to assessment specifically. Yes, please. Typically, I mean, to kind of answer your question, often, no matter what the feeding problem is, we've got everything combining. So it could be, like you're saying, how the parent is behaving, but it's also going to be the other things that I mentioned. Ну вот мы не то чтобы разделяем, тут вот мама не справлялась, а здесь ребенок чего-то там не делает. Чаще всего пищевые расстройства включают и то, и другое. But when we're looking at an intense program, really what we're looking for is kids who are refusing food and who are dependent on tube feedings. Но все-таки, если говорить о критериях включения в интенсивную программу, это те, которые отказываются есть вообще, либо это дети, которые полностью зависимы от питания через какую-то трубку. And kids who maybe they're at risk for that, so they're not growing and they're about to get a tube surgically placed. We try to rescue them from Либо that. это дети, которые находятся в зоне риска, они перестают расти, и возникает вопрос о том, что, скорее всего, придется ставить гастростому. Oh no, it's okay. And then if we have somebody who, maybe they're selective, but their nutritional kind of bases are covered. Но если кто-то просто избирателен, но с точки зрения приема пищи, в общем, оно все не так плохо, They likely wouldn't be a candidate because they're stable, if that makes sense. то они вряд ли будут кандидатами на включение в интенсивную программу, потому что там нет никакой угрозы.
But if they're so picky that they are getting things like scurvy and rickets, they would be. Но если они настолько уже ограничены в приеме пищи, что у них уже и рахит или какие-то другие медицинские состояния, то вот они как раз к нам точно в интенсивную. And it doesn't mean that we wouldn't serve them. We just see them in outpatient instead. Если у них степень выраженности проблем меньше, это не означает, что мы их вообще не возьмем, они просто будут ходить на программу амбулаторную. Did that help a little bit? Это как-то проясняет, да? Okay. Now we'll move a little bit more into assessment. Сейчас мы немножко будем говорить об оценке. And so, of course, there's a variety of different feeding problems, and they're heterogeneous. И понятно, что есть большое разнообразие или гетерогенность пищевых нарушений. And, just because we kind of know what a child is diagnosed with, it really doesn't guide us in treatment. Ну и просто потому, что мы знаем, что есть такой диагноз, он мало чего нам означает в построении программ помощи. So again, what I would like to focus on is their actual behavior and not their diagnoses. Поэтому мы чаще всего фокусируемся на поведенческих проявлениях, а не только на диагнозе. And so what we've done over the years is implement something called a functional analysis of inappropriate mealtime behavior. Что мы делаем в последнее время? Мы проводим функциональный анализ того нежелательного поведения, которое возникает в процессе приема пищи. Because we really want to understand what is fueling those behaviors. Like, why are they, turning away from the spoon and pushing at the То есть мы feeder? пытаемся понять, что же подпитывает это самое поведение, что же заставляет их вновь и вновь отворачиваться от поднесенной к ним ложки. And so this time I want to kind of walk you through how we figure this out, how we set up these conditions. Ну и, соответственно, сейчас я вам расскажу, как проводится функциональный анализ, то есть как мы организуем вот этот функциональный анализ поведения, при каких условиях мы это делаем. So these sessions are usually going to be 5 bites apiece. То есть это маленькие сессии по 5 ложечек или 5 кусочков, 5 откусываний. And we have some different conditions we're looking at to understand what variables are maintaining these behaviors. И мы меняем ситуацию экспериментальную для того, чтобы посмотреть, в какой ситуации мы получаем какого рода поведение. So in one condition, the feeder is holding the spoon at midline. Условие номер 1. Кормящий держит ложку, располагая ее по средней линии. But if the child turns away, the feeder will simply just put the bite down. Но если ребенок отворачивается, соответственно, взрослый просто убирает эту ложку. Then in another condition, which we call our intention condition, Следующая ситуация, которую мы называем внимание. the feeder now is going to keep that bite at midline and not put it down. Предлагается ребенку ложка, она не убирается, ложка спереди преподносится. Instead, if they, kind of turn away, they're going to deliver lots of attention. Но если ребенок начинает отворачиваться, он из-за этого получает много дополнительного внимания. So this could be anything like, come on, you can do it, it'll make you feel strong, or why aren't you eating? Ну, например, там ребенок отворачивается, а взрослый ему говорит: давай, продолжай, будешь сильным, чуть ты меня не ешь. And then in that final condition, which we call more of our control, Следующая ситуация экспериментальная, которую мы называем контроль. they're going to again present those bites at midline, Опять же ложка подносится спереди. but they'll keep it at midline and provide lots of attention and access to toys throughout the Мы meal. продолжаем при этом предлагать ложку спереди, но даем ему достаточно много возможностей, игрушек. And not respond to these inappropriate mealtime behaviors in any other way. И никак не реагируем на вот это вот неадекватное поведение при кормлении. And so if we look at the results of about 130 of these from a program in the Midwest, Если смотреть на то, какие причины стояли за отказом от еды, когда мы смотрим на 128 программ, которые существуют на средне-западной части нашей страны, and we're looking at function, and that just means what is the variable maintaining those и inappropriate смотрим на mealtime функцию behaviors. поведения, соответственно, на то, что продолжает поддерживать поведение отказа от еды. And if you look at the percentage, escape alone, we're seeing that about 50% of the time. Если смотреть на функцию поведения, то она является функцией отказа примерно в 50% случаев.
And in the high 40s, we're seeing escape and attention. И в 40 с лишних процентов мы видим, что это поведение поддерживается одновременно получением внимания и возможностью избегать ситуацию еды. So the parent taking the bite away, plus all of the "come on, you can do it" attention that То they're есть, с одной providing. стороны, убирают требование съесть, а с другой стороны, еще и дают достаточно много дополнительного внимания. And the major take-home point being that almost 100% of the time, though, we do see that these kids are engaging these behaviors to make the food go away. Ну и если суммировать эти показатели, получается, что выше 90% отказ от еды поддерживается тем, что ребенок пытается не есть, избежать приема пищи. And so you see this cycle of behavior. Соответственно, мы видим вот этот цикл поведенческий. Food is presented, child goes, "Look," parent puts away. Дают еду, ребенок отворачивается, родитель эту еду убирает. And these are the results of a function analysis, kind of what this would look like. Вот другие результаты функционального анализа, как это может выглядеть. And to orient you, we have sessions on that bottom axis. И мы по нижней линии видео, в смысле по оси X, мы видим номера сессий. And then inappropriate mealtime behaviors on the y-axis. А по оси Y мы видим неадекватное поведение в процессе приема пищи. And again, each of those symbols would be a 5-bite session. И каждая из этих точек на графике это будет маленькая сессия на 5 ложечек. And what you're seeing is there's a pretty good differentiation between that control condition and that И escape мы condition. видим, что в разных экспериментальных ситуациях, в контроле и в ситуации избегания, мы видим совершенно разные проявления поведения. And that basically tells us that yes, it is escape from И eating that's это maintaining this. нам говорит о том, что, скорее всего, за поведением нежелания есть мы видим желание не есть или отказаться от еды. So, like I pointed out earlier today, negative reinforcement does play the primary role in the maintenance of these Как я и problems. сказала раньше, негативное подкрепление играет основную роль в поддержании поведения типа отказа от еды. So they're trying to escape or avoid consuming the food. То есть они пытаются избегать всяким образом процесс потребления пищи. So this is a video, А здесь у нас видео. if we're able to switch over. Oh, here we go. Yummy. And so that's what it looks like almost every time. You can see finally she just kind of gives up and puts the spoon down. Ну и вот так вот это выглядит раз от разу, и вы понимаете, что в какой-то момент родитель принимает решение эту ложку убрать. And caregivers may, just put the bite down and come back in a couple minutes. Sometimes the meal just ends completely. Ну и родитель пытается там пару минут дать ему успокоиться, возвращается своей ложкой, но во многих ситуациях процесс кормления именно вот так на этом-то и заканчивается. Okay, so if we come back around to the systematic review I was speaking of, Если вернуться к результатам систематического обзора, о котором я говорила, we do know that behavioral interventions are central to the treatment of feeding disorders. мы знаем, что поведенческое вмешательство является центральным звеном программы помощи при поведенческих пищевых расстройствах. But we do need better documentation of what this actually looks like. Но нам лучше нужна степень документации того, как же это в реальности это выглядит. So I hope to do that for you a little bit today. Я как раз хочу сегодня немножко вам об этом поговорить. And as we go through this, I want you to think about this in terms of steps to eating. И когда я об этом говорю, я хочу, чтобы вы об этом думали с точки зрения того, какие шаги мы делаем, когда мы едим. And our first goal is going to be related to consuming food. И первое касается употребления еды. So we first have to, have the child be willing to accept the food. Сначала нам надо, чтобы ребенок хотел в себя эту пищу принять. Retain the food in their mouths, Чтобы эта пища оставалась в его ротовой полости.
They've got to be able to process the food, whether that involves chewing. Затем он должен как-то обработать во рту эту пищу, иногда это требует еще и жевания. And then finally to swallow the food. Затем он должен эту пищу проглотить. And so often we're really focused on this first. И после того, как мы на этом уже сфокусировались, And then we begin to focus on advanced feeding skills like self-feeding or мы chewing. начинаем работать над более продвинутыми навыками принятия пищи, к которым относятся самостоятельная еда, либо умение пережевывать пищу. Okay, what we did, so somebody named Kerwin in 99 and then myself and one of my colleagues took a look further at this. Что мы сделали в 99 году, Кервин, а потом и мы с коллегой, мы вот это все просмотрели. And we used guidelines by a task force in the Society for Pediatric Psychology. Соответственно, и нам пришлось разработать некоторые рекомендации для того, какие в педиатрии психологические стратегии будут использованы при данных трудностях. And so we applied these guidelines to feeding interventions to try to get an idea of what kind of level of empirical support they had. Таким образом, мы попробовали описать уровни доказательности разных подходов в работе с нарушением питания у детей в зависимости от того, насколько сильны эти доказательства. And as we go through, you'll see like a big red print flash up that says well established or promising. И вы увидите, что мы их делим как на признанные, либо обещающие чего-то. And that'll tell you how much support that the treatment has. Ну и, соответственно, деление к этим категориям вам покажет, насколько данные программы помощи подкреплены стоящими за них ими исследованиями. And if you don't see anything, likely it's because there's just not enough of it yet to, reach one of these levels. Ну и если вы пока не видите, потому что доказательств недостаточно для того, чтобы достигнуть этих уровней доказательности. So if we looked at well-established treatments, если мы говорим про признанные программы помощи, often we're looking for two good between group designs, but most of the time this is single subject research. Мы смотрим, чтобы там обязательно были исследования с контрольными группами, ну или хотя бы серьезные исследования на отдельных пациентах. And so for single subject, you're looking for 9 good experiments. Если это отдельные случаи, то мы хотим, чтобы было как минимум 9 хороших проведенных по дизайну исследований. And what we need to see is really well-defined protocols, good description of participants. Что мы должны видеть? Там хорошо, адекватно представленный протокол проведения исследований, хорошее описание участников исследования. And then we want to see that these techniques are working across groups of people. И мы должны увидеть, что эти техники работают в разных группах людей. So not that it's the same, investigative group doing it over and over again. Чтобы не одна и та же группа исследователей все время только публиковала результат. So I'll talk about each one of these interventions, but at the time there were 3 that were considered well established. На сегодняшний день существует 3 подхода к организации, к программам помощи, которые считаются признанными. And this involves differential reinforcement of alternative behavior. Оно включает дифференциальное подкрепление альтернативного поведения, Escape extinction or non-removal procedures. Гашение, подведение избегания, либо не убирание ложки в ситуациях отказа от еды. And physical guidance for self-feeding behavior. И применение физической подсказки при обучении поведению самостоятельного принятия пищи. And as I mentioned, I'll go through each one for you later. Я каждый отдельно вам пройдусь по этому. If we look at these other categories of probably efficacious and promising, если говорим о других подходах, которые мы относим к тому, что они вероятно действуют или перспективны, it's really hard with that middle group because, like I said, these aren't large N experiments, so there's really no in between. Не то чтобы вот как бы недоказанные и доказанные, а вот здесь недостаточно исследований, поэтому они попадают в эту среднюю группу. So really what we're going to be focusing on is promising because you need to at least have 2 single subject studies there. Потому что, хотя бы 2 исследования с низким уровнем контроля.
So if we saw more than 2 but less than 9, we still just considered them promising. То есть, если их меньше 2, но больше 2, но меньше 9, то мы относим вот этих исследований, то мы, соответственно, относим группу подходов к скорее перспективным. And there are 3 interventions at this level. Есть 3 вмешательства, которые сейчас пока находятся на вот этом уровне доказуемости. Stimulus fading, Постепенный отход от использования стимулов, simultaneous presentation, одновременная подача and swallow facilitation or и redistribution. помощь для глотания или перераспределения пищи во рту. And again, don't worry, I'll explain these. Не бойтесь, что вы ничего не поняли, я сейчас буду долго объяснять. So now we're going to go to part 1, so consuming food. Переходим к части 1, потребление пищи. So as I mentioned, our first goal is to promote acceptance of the food. Как я вам сказала, наша первая цель – содействие в том, что ребенок принял эту пищу. So we really need to decrease those refusal behaviors and Что increase acceptance. означает, что нам надо снизить количество проявлений отказа и увеличить количество проявлений принятия. So we need to promote contact and exposure with the food again. То есть нам надо поддерживать у ребенка контакт с едой и поддерживать, чтобы он и имел этот контакт. And so treatment to get there usually or often involves something called escape extinction or non-removal of the spoon. Соответственно, тот подход к помощи, который мы используем на этой стадии, он называется неубирание еды, либо гашение избегания. So like I mentioned, we have to teach the child now that the spoon or cup is not going away following refusal behaviors, but only for acceptance. Потому что мы начинаем учить ребенка, что еду или чашку не уберут вследствие того, что ты будешь отказываться. Единственный способ от нее отказаться – это съесть или выпить. So it's not surprising that this is a well-established intervention. Неудивительно, что это имеет отношение как раз к доказанным или тому, что уже принято. We also find differential reinforcement of alternative behavior. Мы также видим, что дифференциальное подкрепление альтернативного поведения. So again, this is where, following something like acceptance, we'd provide lots of praise То or есть, preferred если items. ты взял эту еду, соответственно, вот за это получишь либо много похвалы, либо какой-то материальный объект. And there are a series of studies that you see listed below. И есть ряд исследований, которые здесь ниже перечислены, And they look at different reinforcement procedures, где смотрели на разные процедуры выдачи подкреплений, typically, with or without these non-removal or escape extinction procedures. которые использовались либо вместе, либо без процедуры гашения ухода. And what they found is things like differential reinforcement И что weren't было effective on their обнаружено, own. что дифференциальное подкрепление, оно не будет само по себе эффективным. So often you had to combine this with something like non-removal of the spoon, but we did see less crying and inappropriate mealtime Ну, behavior. соответственно, надо его комбинировать с неубиранием еды, но если ты еду не убираешь и при этом даешь подкрепление, то видишь меньше плача. Which is a big deal. I mean, we want to keep those behaviors as low as we can. Потому что это дело такое большое, потому что нежелательного поведения нам хотелось бы, чтобы было на минимально высоком уровне. So this also is a well-established И это intervention. тоже имеет отношение к признанным или доказанным программам помощи. Other strategies to promote acceptance of food Другие стратегии, которые повышают принятие пищи. something called stimulus fading, and this is where we're gradually changing the stimuli. Когда мы говорим о постепенном отходе от использования стимулов, когда мы постепенно меняем медленно сам предъявляемый стимул. To increase, acceptance and consumption of food. Для того, чтобы увеличить то, что ребенок ее принимает и даже съедает. And this could be things like fading the number of bites in a session. Maybe you go from 1 and slowly work up to 5. То, соответственно, мы меняем количество зачетных съедаемых ложек, начиная с того, что мы начинаем с одной, а потом потихоньку начинаем увеличивать количество вот этих съеденных ложек, допустим, до 5.
This could be the amount of food on the spoon. You might start with an empty spoon. Это может касаться количества еды на ложке. Вы можете вообще начинать работать с пустой ложкой. And then you'd rather slowly work up И to a full очень-очень spoon. медленно переходите, постепенно добавляя до целой ложки. We could fade variety. So maybe you just introduce one food at a time and then slowly work in А the также next. мы можем регулировать разнообразие, вводя по одному виду новой еды поначалу. You could perhaps fade the texture of the food. Вы можете варьировать с текстурой еды, начиная с простой. However, we'll talk about why that could be a problem later on. Я позже расскажу, почему потенциально это может быть проблемой. You could even kind of blend the food and gradually change the food type. Потому что вы можете блендировать пищу и потихонечку менять тип еды. So when you're using lower textures, you might have it be like 90% applesauce or something they like, and only 10% of something like a carrot, which is less То есть вы, preferred. например, можете 90% яблочного соуса, который нравится ребенку, использовать, и только 10% морковки, которая, например, не нравится. And then you'd gradually work away from that. И потихоньку вы начинаете менять пропорцию. But of the 8 studies that use these techniques, they still had to be combined with non-removal procedures. Но при этом вот те 8 существующих исследований на эту тему, там все равно происходила комбинация вот этого подхода с неубиранием еды. So this intervention would be promising. Поэтому на сегодняшний день мы данный тип вмешательства относим пока к категории перспективного, обещающего. But if you combine these 3 things, so non-removal of the spoon, Но если в программе комбинируются 3 подхода и неубирание ложки или еды, reinforcement, подкрепление and then working at this slow pace and fading, you probably have a very powerful intervention. и медленный тип подхода от стимула, соответственно, у нас получается достаточно сильная программа помощи. Other strategies to promote acceptance of food. Другие стратегии, которые способствуют тому, что ребенок примет эту еду, And these are more specific to food selectivity. они более специфичны для расстройства по типу избирательности. And one thing that we can do is something called simultaneous presentation. Вот то, что называется симультальная подача. And what you would do is Одновременно. present preferred and non-preferred food together. Когда мы одновременно предлагаем предпочитаемую и непредпочитаемую еду, And researchers have actually like embedded the non-preferred into the preferred food. и есть исследования, которые посвящены тому, какое количество предпочитаемого и непредпочитаемого мы подаем одновременно. They've used things like ketchup or ranch to place on top of the non-preferred food. Или, например, когда кетчуп предпочитаемый, мы поливаем сверху нелюбимую еду. Maybe presenting, a pretty large piece of the preferred food with just a tiny piece of the non-preferred on the same Либо spoon. одновременно на одной ложке большая часть касается предпочитаемой еды, там же чуть-чуть совсем непредпочитаемые. And what is really great to see here is that this type of intervention has been effective without those non-removal procedures. Что мы видим, что в принципе в исследованиях получается, что этот тип вмешательства тоже эффективен без убирания еды. Another intervention is something called the high probability instructional sequence. Есть другой тип вмешательства, который мы называем последовательности задач с высокой вероятностью выполнения. And all this means is that you're presenting a series of preferred foods. Что это означает? Что вы даете серию предпочитаемых продуктов, Followed by the non-preferred food. а потом раз так и непредпочитаемые. So it might be goldfish, 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 То есть broccoli. крекер, брокколи. But if you have lower textures, if you're going at a rapid pace, that's going to be safe. Но если вы работаете с текстурами низкого уровня, с нормальным темпом выдачи, то это может быть безопасно для ребенка. But if you're using higher textures, you have to be careful to let the child have enough time to kind of chew and swallow before presenting the next bite. Но если вы используете текстуры серьезные, то вам нужно давать ребенку достаточное количество времени, чтобы он безопасно мог предыдущее проживать.
And this has sometimes been shown to be effective without non-removal, but sometimes it did have to be added. Исследования показывают, что иногда это эффективно только с использованием стратегии неубирания еды, но есть исследования, которые показывают, что иногда и само по себе работает. But again, when you add this kind of antecedent type manipulation, we're seeing less problem behavior. Но опять же, если мы вводим такого рода манипуляцию предшествующим событиям, мы несколько снижаем вероятность проявления нежелательного поведения. Which again is a very important thing. Что тоже очень важная штука. So simultaneous presentation is promising in the absence of non-removal of the spoon. То есть на сегодняшний день считается, что это перспективная техника в случае, если она одновременно применяется с неубиранием еды. Okay, now we've done a lot of work to get to part 2 here, and I don't know, did somebody have a question? I thought I saw a hand, but Ну вот maybe сейчас мы not. переходим к другой части большого вопроса, но похоже у нас есть этой темы, но похоже есть вопрос. Если можно громко, потому что вас должны слышать на задних рядах. Right. That's a good question when Хороший you're вопрос. pairing foods together. Когда мы одновременную подачу еды предлагаем. So, you know, you could run into a problem where there's enough of, like, say, the broccoli visible. Мы можем поиметь такую проблему, когда этот кусок брокколи, например, становится явно различимым зрительно. With the fear being that, okay, now it's just broccoli and now they're not going to take it. И страх такой стоит, но теперь это выглядит как брокколи, и, скорее всего, есть не будет. But if you work slow enough and you pair it enough times, Но если работать достаточно медленно и параллельно предъявляли два вида еды должное количество раз, the thought is that there might be some kind of flavor conditioning going on. то мысль за этим такая, что ребенок привыкает к вот этому условию нового вкуса. And it could be that, you know, the broccoli becomes more preferred because it's been paired over and over again. И брокколи становится более предпочитаемым, потому что оно давалось в параллель с чем-то любимым. But, you know, if you do get that, that's where you are having to lean on reinforcement and things like non-removal of the spoon. Но если вдруг такое получается, о чем вы говорили, соответственно, нам придется обязательно добавлять подкрепление и использовать технику неубирания этой еды. But now that you asked that, it does lead me to one thing, that you do want to be careful if that one food is the only food they eat. Но при этом надо быть очень осторожным, потому что если вот эта предпочитаемая еда является единственным видом продукта, который он вообще ест, So it could, if that's their sole source and the only solid food they eat, you probably don't want to try this in case it backfires. И если это единственный тип твердой пищи, который потребляет ребенок, и вам тогда надо быть очень осторожным, применяя данный подход. Because the reverse side of it is it could contaminate that food and then they refuse it. Потому что обратной стороной вопроса он может отказаться и от этой еды, и ее тоже возненавидеть. But you know, if you've got enough foods and it's probably like a junky food, that's something that would probably be fine if they did Но decide если он и to так, reject в общем, что-то ест, и предпочитаемой едой является какая-то вот такая вот полуфабрикатина, то можно с ней попробовать таким образом. it. I hope I answered your question. То есть я надеюсь, что я как-то ответила на ваш вопрос. Срока. Будьте добры, у меня несколько вопросов по поводу уточняющих вопросов по поводу неубирания еды. Если я поняла, что там 5 кусочков или там 5 вкусов, на какое количество времени мы ребенку предлагаем ложки ложку? 10 секунд, 20, убираем какой-то. То есть Yes, the amount of time, I mean, often in our clinics, we're only persisting about 10 minutes at a time. Ну вот количество времени, когда мы проявляем настойчивость в нашей клинике, обычно это продолжается 10 минут. You know, there was a time where you might go all day to try to do this, but we found it really wasn't necessary. Мы пробовали, мы думали, может быть, надо целый день это делать, но увидели по данным, что нет такой необходимости.
So at least in a 40-minute meal, we might get 4 sessions, but there is an end point. Ну, соответственно, за 40-часовой минутный прием этой самой пищи у нас может быть 4 таких 10-минутных подходов. So that's a very good question. Это очень хороший вопрос. Is there... I have a question. My name is Waleed, and I'm the Director of Research at the Международного Foundation and also from Michigan, United States. From a prevention standpoint, we know there are pharmacological ingredients and why we see the food, sort of attributed its effect. For example, broccoli, we know some brain on the totality of cocktails, for instance, clinical trials that show that there's some brain. So there might be a possibility of... Сейчас надо перевести, да? Я представляю организацию из Катара и также работаю в одном из американских университетов. И были исследования, например, в университете Джона Хопкинса, когда мы говорим о определенных качествах брокколи, например. So there is a possibility that parents can use certain supplements that will be able then to intervene, not just sort of food itself, particularly texture and preferences are different. То есть исследование касалось того, что если у ребенка есть непринятие какого-то вида пищи, может быть, лучше не мучиться с приучением, может быть, достаточно вводить какие-то пищевые добавки, которые заменили бы вот этот тип еды. Are you talking about like medications? Not medications, but using food as medicine, because we do know that the active ingredients have the pharmacological effect. Broccoli, per se, is fiber, antioxidants, sulfur compounds like sulfurate. So it's using supplements in order to help. Спрашивают вопрос, это вы имеете в виду какие-то медикаменты давать? Нет, ну вот просто те добавки, которые содержали бы те вещи, которые есть, например, в брокколи. И далее было перечисление, что там в брокколи находится. То есть диетологическое вмешательство, вот о чем вопрос. Sure, I mean, that's probably essentially what we are doing. I mean, but our dietitians are going to be more guiding like foods we're introducing and when, if that makes sense. Да, это то, чем занимаются наши диетологи, что мы можем предложить взамен, какую, когда, чего еду. А что касается безглютеновой, бесказеиновой диеты, может быть, вот это можно предложить. And right now, I mean, you're right. There really isn't evidence to support those kinds of diets at this time. Yes. And so we're really concerned about restricting foods for kids who already restrict foods, if that makes sense. Ну вот поскольку нет доказательной эффективности за бесказеиновой и безглютеновой диеты, все-таки на сегодняшний день мы очень осторожно к этому подходим, потому что если мы имеем дело с детьми, которые уже ограничены в пищевом рационе, то с этим как-то опасно. But if a child has a true allergy, of course, we're going to not feed those foods and be very specific about their diets. Но, соответственно, если у ребенка нет аллергии, то, конечно же, мы будем стараться диет придерживаться и смотреть вообще, что ему положено-то. But yeah, I mean, maybe someday, if we do see more support, we would, advocate for those kinds of things. Но если мы увидим какие-то исследовательские доказательства применения каких-то диет, то, естественно, мы будем их применять. Thank you. It's a good question. Спасибо, хороший вопрос. Спасибо. Any other questions? Еще вопросы? Okay, so we've finally worked really hard to, hopefully get the child to accept the food and reduce those inappropriate mealtime behaviors. Ну вот, если нам свезло, то ребенок начинает принимать эту еду, и мы должны двигаться дальше. И поведение нежелательного становится меньше. But of course, that's not all of it. We might work really hard, and now the kid spits it out, or they hold it in their mouths for long periods of time. Ну, нам надо двигаться, потому что вот он в рот взял, а дальше что он делает? Он либо ее выплюнет, либо на щеки набьет, но не проглотит. So now we have to worry about retention. Keep it in their mouths, but not too long, and to also get them to swallow. То есть нам придется думать про удержание еды, чтобы она находилась во рту, но при этом не слишком длительное время.
Okay, so an intervention to reduce expels, it's also based kind of on non-rule of the spoon. It's called representation. Ну вот то, о чем я сейчас говорю, оно касается повторного предъявления пищи для того, чтобы не выплевывал. And this is a video that probably speaks better to what this Ну вот looks как like. раз видео, которое, наверное, лучше отвечает тому, что, о чем я сейчас говорю. Я не знаю, как его включить. If our tech support is here. А кто из групп технической поддержки присутствует? Как бы нам ее запустить-то? Кто-то может позвать? Так, а так? Нет, это не то. Сейчас, извините. And I don't know if that's there or not. No, it's not. They have to switch out, and they were doing that every Нам просто time. надо, чтобы переключили какой-то рычажок. They have the presentation with the Ага, video. вот оно пошло. Perfect. Thank you. Спасибо большое. So this goes on for a little while. Это будет такое какое-то время продолжаться. I promise eventually they'll keep it in. Я вам обещаю, в итоге он таки ее не будет выплевывать. So finally, В конце концов он это сделал. so a lot of times you see these videos where it's just the post and it all looks beautiful, but this is what you have to go through sometimes to get there. Иногда, когда видишь видео, кажется, что это красиво, красно выглядит, а на самом деле иногда приходится и такое тоже проделывать. So some other interventions growing traction to reduce something like expels. Другие вмешательства, которые на это же самое направлены, чтобы он не выталкивал еду изо рта. And this has been to modify how we're placing the bolus in the child's mouth. Оно касается того, куда мы размещаем вот этот вот пищевой комок, в какое место рта. So you think about, usually you present the food on an upright spoon. То есть обычно, когда мы кормим, мы даем прямо ложку располагаем. But what we're going to do instead is place that food directly on the child's tongue. Но вместо этого мы можем, например, помещать еду сразу же на рот ребенка. And I've got some videos and things to explain that a little И у bit more. меня есть видео, которые тоже это показывают, чтобы это было понятнее. And what we think this is doing is perhaps compensating for poor oral motor skills. Почему мы это делаем? Потому что мы надеемся, что такой способ подачи еды немножечко скомпенсирует слабость орально-моторного навыка. So we're keeping that bolus nice and formed on the middle of the tongue, С so тем, they just have чтобы to вот swallow. этот болюс оставался хорошим, сформированным, что повышает вероятность того, что оно будет проглочено. And the two presentations that have some support are a Nook presentation. И два вида подачи еды, которые имеют определенного рода поддержанные исследованиями. And that's pictured in this picture Это here. вот как раз подача еды на щетке нук, которая у нас на картинке. And it's marketed as a baby toothbrush, just so you know what it На is. рынке эта щетка предлагается как первая щетка для очистки зубов для младенца. And then flip spoon presentation. Ну и, соответственно, подача еды перевернутой ложкой. Okay, so this is another video to show you what Nook presentation looks like. Ну вот видео, которое показывает, как это выглядит на щетке нук. Take your bite. Good job opening. Great job taking your bite. Is it possible to play that again? Yes. Давайте еще раз проиграем эту штуку. It's very quick. Это быстро. Take your bite. Good job opening. Great job taking your bite.
So one thing, looking at that again, clinically, they're probably not turning the direction that we would desire in that video. It'd actually be clockwise, not counterclockwise, to place the Ну, вот с food точки better. зрения клинической, поскольку это постановочная штука, не надо на 360 градусов ее поворачивать, а на 180. We probably need to empirically evaluate it, but if you go clockwise, you're not going to drag through Извините, food. по часовой стрелке, не по часовой, и там нет клинических пока доказательств. But if you turn the way they were, there's a chance that you could kind of pull the food out with it rather than Но keeping если it в formed. другую сторону как бы выворачивать, может быть, получается, как будто ты изо рта вытаскиваешь, а надо ее в рот засунуть. And we have found big differences. Like I said, we haven't evaluated it, but clinically it's been like you're turning it the wrong way, and then if you go the right way, it goes better. Но нет пока исследовательских доказательств, но наш клинический опыт показывает, что по часовой стрелке ее переворачивать лучше. Okay, the flip spoon presentation. Теперь, значит, перевернутой ложкой. What we're doing is inserting the spoon upright at midline. Чем мы начинаем давать ее прямо по средней линии? And then with the bowl of the spoon, we're going to already start to apply some downward pressure on the middle of the tongue. А потом вот этой нижней частью ложки мы даем небольшое надавливание посередине языка. And then when you're kind of applying pressure like that, then you're going to turn the spoon over 180 И когда degrees. чуть-чуть вы надавили на язык, вы ее поворачиваете на 180 градусов. And then with more slight downward pressure, you're going to pull the spoon out and to leave the food on the middle of the А tongue. потом чуть-чуть надавливаете на язык и вытаскиваете изо рта эту ложку, оставляя пищу во рту. And I do have a video. We can play this twice too because it's very fast. И у меня есть это видео, мы его быстро проиграем. Давайте дважды. Take it right. Good job opening. Good job. It's kind of Давайте strange. раз. Good job opening. Действительно очень странно выглядит. Good job. So it doesn't always look this beautiful. Of course, the first couple of times we're doing this because the feeder's trying to figure it out as well as the child. Но не особо красиво выглядит, особенно когда начинаешь это делать, потому что и кормящему надо привыкнуть, как это делать, но и ребенку тоже. But kids get really good at this too. They learn what to expect. They'll lay their tongues just as flat and let us deposit the bite, and it looks just as nice. And I'll have a video for you later. Ну и потихоньку все-таки дети привыкают от тому, чего от них хотят, и я покажу вам видео, как это выглядит с ребенком. Okay, so one study that looked at this type of presentation. Было исследование, которое смотрело на вот этот тип презентации еды на ложке. And this again is to reduce expels. Оно было использовано для того, чтобы снизить количество поведения по выталкиванию изо рта еды. And this is Sharp and his colleagues. Это Шарп и его коллеги. And for 3 kids, they looked at an upright spoon versus this flip spoon presentation. Ну и они сравнивали для 3 детей преподнесение еды прямо, как обычно, и вот этой перевернутой ложкой. And I'd like to show you some results. Я хочу вам показать некоторые результаты. And on the top panel is what you'll see is mouth clean or our product measure of swallowing. То, что мы видим сверху, это вот насколько... Mouth clean is on the top or our product measure of swallowing. Ну вот, значит, в рот взял сверху, а проглотил снизу. And then expels are on the bottom. So every time that food's coming out of the mouth. И каждый раз внизу мы видим когда, количество ситуаций, когда еда вываливается изо рта. And then remember, each point is a 5-bite session. И помните, что каждая точка на нашем графике – это вот этот 5-ложечный маленькая сессия. So prior to intervention, we're seeing low levels of swallowing and really high levels of expels. То есть до проведения вмешательства мы видим, что часто выталкивает и редко глотает.
When we go to treatment, where we're comparing the upright spoon to the flip spoon presentation, Когда мы переходим к программе помощи, мы смотрим, когда ложку дают прямо, сколько раз выталкивают, и сколько раз выталкивают еду, когда дают перевернутую ложку. we see pretty drastic and immediate effects. So if you look at that open square, И когда вы видите открытые незакрашенные квадратики, мы видим, что изменение способа подачи ложки дает достаточно быстро, приводит к достаточно быстрым, хорошим результатам. so if you present the bite like you saw in that video, mouth cleans go up, expels drop down. Соответственно, принял еду во рту, поднимается, а поведение выплевывания снижается. And usually over time, we'll just use that flip spoon presentation, then we'll come back around to take a look at the upright spoon. Ну и мы продолжаем таким образом кормить, потом еще раз пытаемся вернуться, попробовать пищу прямо обычным образом предложить. For this participant, every time we kind of came back, it seemed like mouth cleans were still lower and expels were higher То when we всякий presented раз, that way. когда мы возвращались к поднесению еды прямо, все равно для данного участника исследования мы видим, что увеличивается поведение выталкивания еды изо рта. But some kids, it's pretty amazing. The first time you go back to that upright spoon, they do beautifully. Но есть дети, которые ведут себя в этом плане прекрасно, возвращаясь к прямой ложке, и все прекрасно получается. But it is important to note for this participant, you see that last phase, that is during follow-up on an upright spoon. So they did make it back. Но даже у этого участника все неплохо. Это последняя часть эксперимента, когда он уже из клиники пошел на амбулаторное наблюдение и, в общем, неплохо справился. Another intervention that's out there is something called a chin prompt. Следующий вид вмешательства, о котором я хочу сказать, он называется поддержка подбородка. And there may only be one study out there, but it's another way to provide some support to hopefully keep the food in the child's mouth. Здесь было немного, всего одно исследование, но похоже, что можно думать об этом, что поддержка подбородка помогает удерживать еду во рту. So a lot of times children, they'll have open mouth postures and kind of drop their head so the food just falls out. Потому что часто это ребенок, у которого вообще привычная ситуация, когда он с открытым ртом ест, голову чуть наклонил, и еда вообще сама вываливается. So here, after they deposit the bite, they place some gentle pressure with the thumb and forefinger to help support the chin. Соответственно, здесь идет поддержка подбородка большим пальцем здесь и снизу. И это помогает закрыванию рта и поддержке подбородка. Okay, so now either, I don't know if we should break or we can move into packing, either way. Okay. Нам, прежде чем мы к другому виду нарушения перейдем, наверное, имеет смысл сделать перерыв. Он у нас по плану полчаса. Okay. Ну вот у нас уже часть народу вышла. Давайте мы с вашего вопроса начнем. Хорошо? И мы обещали начать с того вопроса, который мы не успели задать, соответственно, в конце предыдущего семинара. Пожалуйста, не, у нас запись идет. Я хотела бы уточнить за ложку. Она должна быть специальная, правильно? То есть обычная ложка не получится так сделать. That is a very good question about the spoon. Очень хороший вопрос по поводу ложки. I would say the two that we have used to actually implement this procedure have been a kind of rubber-coated baby spoon. Значит, смотрите, та ложка, которую мы используем, она похожа на ложку для кормления младенцев, которая сверху чем-то похожим на резину покрыта. And in the study itself, and what we use clinically, it's a small maroon therapy spoon, and it's very specific. Ну, действительно, это специфическая ложка, они выходят в нескольких размерах. Это наименьшего размера ложка марун.
So I would like to say probably yes. We don't know the answer. I mean, we haven't tried all the spoons, but you do need to have a spoon that doesn't have like a real deep bowl. Я вам не могу сказать, что другие ложки не подходят, но как бы требование следующее. Это потому что мы не тестировали разные ложки. Это должна быть ложка не глубокая. In safety, you probably don't want to use a metal spoon or something like that. И безопасная. Мы не думаем, что имеет смысл использовать металлическую ложку. And those maroon spoons you can just order on the internet pretty easily, but it's the small one, not the large one in specific that we use to do flip spoon. Но, соответственно, для техники перевернутой ложки эти ложки марун можно закупить через интернет, и это минимальный ее размер, потому что она выходит в нескольких размерах. So yes, it is very specific right now. И другое требование — это не могут быть ложки, которые, возможно, либо зуб повредить, либо она не развалится у вас во рту, потому что это опасно. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот данные техники удерживания пищи и невыталкивания подходят ли, когда цель стоит перейти на твердую пищу? When you're talking about other process or other textures, we do implement the same procedures, so we are doing things like non-removal and representation, but I'll show you some very important things when it comes to texture to answer your question in just a moment. Когда мы говорим о других видах текстур, мы тоже говорим, что мы используем подобный подход, когда мы либо не убираем еду, либо меняем ее репрезентацию, но если это касается твердой пищи, я чуть позже расскажу о других важных составляющих этого вопроса, какие подходы используются при обучении жеванию. Because of course it can be very scary if a child doesn't have the skill to chew. You don't want to keep putting it back in their mouths. Потому что это может быть очень опасно, если не способен, не имеет навыка жевания, а вы ему в рот обратно эту еду заталкиваете, и он потенциально может поперхнуться и подавиться. So if they have the skill, yes. If they don't, you have to approach it a little differently. Если навык жевания имеется, то да. Если он пока недостаточно развит, мы используем другие подходы. Chewing is coming. Everybody's really excited. Скорого проживания. Я знаю, что все вы так вот очень хотите об этом услышать. Okay. Еще один вопрос. Вот туда надо. Подождите, у нас запись идет. Нам нужен микрофон. Очень хорошая мысль была подчеркнута, что вообще выбор методики работы с ребенком, он должен быть дифференцированным. И, допустим, немножко, может быть, разные подходы. Немножко разные подходы, допустим, у ребенка с нарушением пищевого поведения и расстройством оромоторных навыков, и немножко разные, допустим, когда психологические проблемы доминируют. И есть ли какие-то унифицированные методики для оценки нарушений оромоторных навыков самого праксиса? To answer that question, I mean, this is where I think the United States is a little different because we have those speech pathologists and occupational therapists, and their focus is on feeding, and they have all the assessments to really tell us whether there's dysfunction there. Ну вот ответ на вопрос несколько такой сложный, потому что у нас есть специальности, это логопеды и эрготерапевты, в чьи функциональные обязанности входит оценка навыков глотания и жевания и так далее. Вся вот это вот рально-моторное функционирование, поэтому там есть методология за этим оценочная. And so we really lean on them, and there's a particular tool called the Beckman Assessment and Treatment, and that's what our SLPs and OTs really lean on, and that's been really helpful for that exact question. Ну и, соответственно, мы в этом им доверяем. Есть специальные инструменты оценки и помощи, которые называются оценка Бекмана, которые используют наши коллеги. И еще один вопрос. Насколько у таких детей целесообразно использовать массаж периоральных мышц языка? Оправдано это или нет? I
I think those are also very good questions, and I don't know that we know the answer to that. Other than I feel like early on, that must be doing something to at least give the kids what they need to actually swallow food. Тоже очень хороший вопрос, и понятно, что однозначного ответа на него нет. В очень раннем развитии надо дать ребенку то, что ему необходимо для того, чтобы он был способен глотать. So maybe it hasn't been shown to be effective to actually increase consumption, but if they don't have the ground or base skills to eat, I think we'd be in trouble. So I think what they're doing must be helping with that piece. Yeah. Yeah, we like the answer is unknown at this time, but those exercises might be doing something. We just don't understand. Значит, еще раз, ответ такой: нету доказательств, то есть мы не знаем про массаж, но есть определенного рода упражнения, которые мы даем ребенку для того, чтобы улучшить эту способность к глотанию. So, like I said, we don't know the answer. I don't know that it helps with food consumption. То есть я когда говорю, что я не знаю ответа, это означает, что нет доказательств того, что это повышает уровень потребления пищи. But I have a feeling that we'd be in trouble as psychologists just coming in with somebody that's never had any food in their mouths and had no one working in their mouths at all. Но, наверное, мы, как, допустим, представители психологического направления, у нас будут трудности, если это кто-то, которого никогда в жизни еда в рот еще не попадала, а мы пытаемся что-то свое такое предлагать. So it's probably an empirical question. То есть это, пожалуй, все-таки вопрос для того, чтобы его исследовать. Спасибо. Any other questions? Еще вопросы? Okay, now on to packing, and I'll start us with a video. Теперь по поводу тех, кто перенабивает рот, и начну я с видео. Show me. Show me like this. Say ah. Show me. You need to swallow your bite. And this little guy, if you can't tell, all the food is up in the front of his mouth, and he'd hold it there, and saliva would pool up with it as well. Ну и вот если вы не видите, что у него там во рту, она у него где-то сверху во рту находится вся еда, которую он взял, и, соответственно, поскольку слюна продолжает выделяться, то вся эта еда в итоге изо рта и вылетит. Okay, so hopefully our kids aren't packing this bad, but То есть мы надеемся, что большинство детей не оставляет полностью, не набивает это. But right now, one of the only kind of techniques with empirical evidence for this, I mean, of course, you can lean on reinforcement, like I've already talked about. Но на сегодняшний день единственная техника с эмпирической доказательностью, да, конечно, вы можете полагаться на подкрепление, как я раньше говорила. But if, something like that doesn't work, or using the lower textures doesn't work, something like redistribution is what we lean on. Но если не помогает ни подкрепление, ни снижение трудности текстуры пищи, то нам приходится заниматься вот этим вот перераспределением. And what we're doing is using that Nook brush that you saw a picture of before. Что мы, собственно, делаем? Мы используем ту самую щетку нук, которую вы видели на картинке до этого. And wherever that food is in the child's mouth, we're collecting it and then presenting it back on the middle of the tongue. Ну и, соответственно, когда эта еда, если она не во рту, мы ее пересобираем и повторно распределяем на центр языка. And typically this is done at different intervals. It could be right after the feeder deposits the bite. It could be 15 seconds later, 30 seconds later. Это может быть по-разному, непосредственно после того, как не проглотил, либо через 15 секунд, либо через 30 секунд. And another way to look at this, my colleagues and I, we actually looked at the flip spoon to implement redistribution. Мы еще... Что-то у меня застряло. Stuck? Кто-то из технической поддержки мне может помочь? У меня что-то перестал, то ли что-то надо включить. Я не знаю, я совершенно беспомощна в данной ситуации. Oh, now it's going to keep going.
А я ее не включила, извините, пожалуйста, не хватило мне интеллекта. It's okay. It's fine where it is. So Нормально. we started using the flip spoon to also implement redistribution. Мы попробовали использовать одновременно повторную подачу с перевернутой ложкой. And so what we would do here is we'd collect the food in the same way, but deposit it back on the middle of the tongue using a flip spoon, but this was a baby spoon in this case. Еще раз мы, значит, эту еду собирали, повторно предъявляли, но при этом еще с перевороченной, перевернутой ложкой, вот той самой младенческой маленькой. And you'll see the term swallow facilitation. All that means is that we went a little bit more posterior than middle of the tongue. Ну и немножечко еще помощь при глотании, когда мы чуть-чуть дальше, нежели посередине языка, ближе к основанию, ее размещали, нежели к середине. And in the research, I don't know that we know there's a big difference between central and posterior placement. We need to understand that more. Ну и пока у нас нет достаточного количества доказательств, что лучше посередине ровно языка или чуть ближе к корню помещать эту еду. Either way, both were effective, whether we used a nook or a flip spoon to redistribute the food. Получалось, что и то, и другое показало свою эффективность. Использовали мы при этом либо перевернутую маленькую ложечку, либо зубную щетку нук. So this intervention is promising. Like I said, I think it revealed that already. Пока имеет это отношение к обещающим, это еще не принятые доказанные вмешательства. We've been doing more here, but I still don't think we have 9 studies to show it's well established. То есть мы много чего делаем, но у нас пока недостаточное количество исследований. And it looks like I have a video sample of what redistribution looks like with the nook for you. И у меня здесь как раз будет видеопример, как это перераспределение, повторной подачи выглядит с щеткой нук. You can't see inside the mouth, but Вы не можете здесь You заглянуть need to ей в swallow рот. your bite. but you can see that she's just gathering all that food with that utensil and placing it back on То her есть вы tongue. просто что видите, она собрала по рту эту самую еду вот этим прибором и поместила ее заново куда надо. Okay, so if we look at some different interventions to possibly reduce packing, Если рассматривать разного рода вмешательства для того, чтобы снизить перенабивание рта, this redistribution technique would be viewed as a consequence. So we do it after the child's holding food in the то вот mouth. эта техника повторной подачи может рассматриваться как тип техники, которая делается после того, как, то есть основанная на последствиях. But if you look at something like a flip spoon presentation or a nook presentation, this is more of an antecedent, right? We do it right Если вы away. смотрите на подачу еды на щетке нук либо перевернутой ложкой, мы скорее имеем отношение к вмешательствам, которые изменяют предшествующие события. But usually that's been used, like I showed you, to reduce expels and increase swallowing or При mouth этом cleaning. те же самые техники работают на уменьшение выталкивания еды и повышение вероятности, что она останется во рту. But my colleague, Kate Stubbs, we wanted to take a look at this because it seemed like clinically we were using the flip spoon to reduce packing. Но моя коллега решила провести исследование, потому что похоже, что можно это использовать для того, чтобы меньше держал за щеками еду. So what we wanted to do is actually, first evaluate using that flip spoon presentation to see if it would effectively reduce packing. Соответственно, первое, что мы хотели посмотреть, насколько эта техника приводит к снижению набивания рта. And then we wanted to compare this to redistribution. Ну и мы хотели это сравнить с повторной подачей. Okay, so we had 2 participants, У нас было 2 участника исследований. 2 to 3 years of age, both had, pretty severe feeding problems. 2, 3 и 3 года. Все в своей истории имели достаточно тяжелые нарушения пищевого поведения, And complex medical histories. а также достаточно сложную медицинскую историю. Okay, bear with me. So I'm going to walk you through this figure. Будьте со мной, я вас по этим цифрам как бы вместе с вами пройдусь. So this is for Zoe, and what you see in baseline, if you click, you should get a box. Ну вот это первый участник Зои, что мы видим до начала программы на входе.
that she's packing, almost 100% of the time. Что практически в 100% ситуаций она еду не проглатывает, а держит во рту. Then we move on to treatment, where we're looking at upright spoon versus flip spoon versus redistribution. А дальше мы, переходим к программе помощи и сравниваем ее результаты, когда мы даем ложку прямо обычно, перевернутую ложку, либо используем технику повторной подачи. And packing is strikingly lower with the flip spoon presentation. И мы видим, что она меньше держит просто пищу во рту, когда мы начинаем давать ложку перевернутую. And then we continue the flip spoon, and you see that packing just drops to 0. И мы продолжаем давать ей перевернутую ложку и смотрим, сможет ли держание пищи во рту, набивание рта снизиться до 0. And then when we go back and take a look at the upright spoon, packing remains low. So she's able to now eat from the upright spoon, and packing is not a problem. Когда мы возвращаемся с ней к обычному типу подачи ложки, мы видим, что все равно низкий уровень проявления поведения при набивании рта. And then, she kind of maintains that throughout her admission. И этот навык у нее удерживается до процесса выписки из интенсивной программы. Okay, these are the results for the next participant, Noah. Вот следующий участник исследования, Ной. These don't look as beautiful at first, but I'll show you something else that shows you how effective the flip spoon really was. Она не особо, картинка выглядит красиво с самого начала, но я хочу вам показать, как это выглядит, когда мы переворачиваем ложку. So in baseline, again, we see variability with packing. It's kind of all over. То есть мы видим в самом начале много он рот набивает, достаточно много. We go to our comparison where we're looking at upright, flipped, and redistribution. Мы идем на сравнение. Одно из них это повторная подача, другое из них это перевернутая ложка. And it's harder to see, but if you zero in on that open square, it's all at 0 except for one session at 20%. Сложно сказать, но похоже, перевернутая ложка это не закрашенные квадратики. Практически во всех сессиях мы видим снижение, кроме одного, когда 20 там результат. But we suspected maybe there was some kind of carryover going on, so we broke it out by meal block just to see if that would change something, but what we got is still 0 levels of И мы думаем, может, это какая-то странность случилась, но мы продолжаем только эту технику использовать, и мы видим, что оно снижается до 0. So what I want to call your attention to is this next graph. К чему я хочу привлечь ваше внимание, это следующий график. And so we're looking at the average amount of time it took the child to swallow in seconds. В данном случае мы смотрим на среднее количество времени, которое требуется ребенку для проглатывания пищи. And I want to point out that for this little guy, we shifted reinforcement, and as soon as he swallowed as well, he would earn his tablet. Ну и, соответственно, для этого ребенка мы в качестве подкрепления использовали его планшет. Всякий раз, когда он еду проглатывал, он получал свой планшет. But that's across all the conditions, and so as soon as he swallows, he tends to show the feeder, like, hey, look, I did it, and so he can have this toy. Как бы во всех условиях, как только он проглотал, давали эту игрушку. So when we go, like I said, baseline's variable, we go to our treatment comparison. Again, the open square is the one to pay attention to. Но опять же, там есть разные сравнения разных техник, но вот вы смотрите пока на открытые, не заштрихованные квадратики. And overall, it is lower than the other conditions, so he's swallowing faster. И вы видите, что в случае подачи перевернутой ложки таки быстрее по времени он глотает. And then if you look at where we took this by meal block, now it's really drastically different. So when we use that flip spoon, it's almost like he swallows immediately. И когда мы уже не разные техники используем, а только одну, предъявляя еду таким образом, вы видите, что он все-таки минимальное количество набивания показывает, хорошо глотает. And with redistribution, he'd kind of wait a little bit before he'd swallow. He А might still have с повторной swallowed, подачей он все равно проглотит, но как будто ему надо немножко, какое-то количество времени подождать. and so he'd wait till almost that timer would go off to swallow. Но он немножко идет увеличение количества времени проглатывания, тем не менее он ее глотает.
So if you look at this, really, FlipSpoon was quite effective to reduce packing and the latency to swallow. Ну и, соответственно, мы по результатам данного эксперимента видим, что перевернутая ложка, она выигрывает, если мы пытаемся работать с набиванием рта. And I do have a video of this little guy. This is the person in question. This is his mom, and this is what FlipSpoon looked like. И сейчас мы покажем видео, если мы помним, что мы видео не снимаем, то есть мы камеру отворачиваем, да? Товарищ, кто снимает видео? Мы видео не снимаем, когда оно на экране, да? Хорошо, прекрасно, спасибо. Это мама. Good job taking that bite. Good job swallowing, Nate. That's why there's pressure. And so right away, he just, I mean, like I said, the parent can deposit that bite just as easily as that earlier video you saw. И вы видите, что родитель достаточно быстро этому обучается, прям как вот на предыдущих видео, которые вы видели. And almost immediately he swallows, shows his mouth so he can earn his Ну и video. как только он проглотил, рот показал, тут же получает то, что является подкреплением. Okay, any questions before we move on to self-feeding and chewing? Есть ли какие-то вопросы до того, как мы пойдем дальше, будем говорить про самостоятельную еду и обучение жеванию? Looks not yet. Okay. Ну хорошо. So when we look at self-feeding, of course, you know, most infants are fed by their caregivers until about 6 months of age. Когда говоришь про самостоятельную еду, в основном, конечно, детей до 6 месяцев кормят взрослые. At about a year, they're becoming more independent, and by 2 years, they should be able to, you know, self-feed completely. Ну и к году они становятся более самостоятельными, а к 2 годам мы ожидаем, что ребенок уже самостоятельно полностью ест. And I want to kind of remind you where we get with kids in these intensive programs. Я хочу еще раз вам напомнить, откуда мы их берем в нашу интенсивную программу. So this is going to be a little video to show you, you know, where this kid got, but you can tell the feeder is, or the mother's still feeding him. It's a low texture. We have a lot of work to do. Ну вот, например, я хочу вам показать видео, на котором, да, он уже ест, но мама все еще его кормит, и текстура, которая его кормит, она все еще низкого порядка. How do we get big and strong? Take a bite. Good job taking your bite. You're gonna get big muscles. You're gonna get big muscles. Он проглотил. There's your big muscles. They're so big and strong. Eating all big boy food. Whoa. Ешь еду, как большие Huge мальчики. muscles. Good job swallowing that. You did a good job. Хвалит она опять хорошую You работу. tired? You fall asleep in the car? You fall Это был asleep in таймер. the car. Take a bite. Good job taking the Одну ложечку. bite. So that's often where we end up, and so now we've got to move into these more advanced skills. Ну вот предыдущие этапы работы заканчиваются, когда примерно вот до этого мы доходим, а теперь нам нужны более продвинутые навыки. And for kids with feeding problems, it seems like self-feeding really doesn't emerge without intervention. И для детей с трудностями приема пищи, похоже, самостоятельное кормление не возникает просто так, без соответствующего вмешательства. And this could be a skill deficit, a motivational deficit, or both. За этим может стоять как нехватка навыков, так и недостаток мотивации, или оба вместе. So if we look at a skill deficit, Если думать о дефиците навыков, and of course, like I mentioned, you know, they may fail to develop these skills because there were medical complications that delayed eating. может быть, этот дефицит возник потому, что были какие-то медицинские осложнения, которые задерживали процесс развития навыков кормления. Of course, the child may just have motor delays or physical limitations that prevent them from being able to do so. Понятно, что если задержки есть двигательных навыков или какие-то физические ограничения, которые могут влиять на процесс самостоятельного приема пищи. And of course, to self-feed, the child has to do a lot. They have to be able to pick the fork up, lift it to their mouths. Ну, вообще для того, чтобы самостоятельно есть, много чего надо делать, и взять эту вилку или ложку, поднести этот прибор к губам, Deposit the bite, you know, close the lips around the spoon, and еду в рот положить, рот закрыть,
pull the food off the utensil and hopefully put it back down to get more. Соответственно, снять с губами с столового прибора, и дальше надо ее съесть. And if you look at treatments to support this skill-based deficit, Если смотреть на программы помощи, которые помогают с дефицитами навыков, physical guidance procedures combined with reinforcement have been effective. то в данном случае показывают эффективность процедуры использования физической подсказки в сочетании с подкреплениями. So this is, things like using hand-over-hand guidance to help the child to pick up the bite and self-feed. Например, это поддержка рука в руке, которая помогает ребенку взять, зачерпнуть и самостоятельно в рот положить. Things like least to most prompting, where you're going through Либо прогрессия от максимальной к минимальной поддержки или подсказки. where you might go through a vocal instruction, model it, and then end with physical guidance. Вы можете начать попробовать с вербальной инструкции, потом с моделированием, но если не работает, то, соответственно, мы переходим в полное физическое. So there are a lot of studies that support this type of treatment. Есть масса исследований, которые показывают эффективность данного рода программ. And this would be a well-established intervention. И это имеет отношение к признанным программам помощи. But less is known about a motivational deficit. Но есть еще, если там присутствует дефицит мотивации, то знаем мы об этом поменьше. So these are kids who have the skill to eat, but they're not motivated to do it. Это дети, которых достаточно навыков, чтобы самостоятельно есть, но они почему-то этого не хотят делать. So it could be, going back to that biological cue, like, if they don't have those hunger satiety cues, they're just not motivated to pick up a spoon to self-feed. Это может быть связано с какими-то биологическими вопросами. Если они особо не чувствуют голода, зачем же им брать эту ложку и самостоятельно есть? And it may be that, food just doesn't function like a reinforcer like it does for us. А может быть, для них, в отличие от нас с вами, еда вообще не является подкреплением. Okay, so this is another video to show you what kids are often doing and how we set up self-feeding. Ну вот еще одно видео, которое нам показывает, что делают дети и как мы пытаемся организовать процесс обучения самостоятельному приему пищи. Hudson, take your bite. Take your bite like this. You do it. So at least he's polite about it. He's no, but some kids will Этот wing it такой across the очень room. вежливый, он вам говорит нет. Но большинство детей, оно еще и тарелку выкинет. With this next study, I want you just to kind of hold on to one thing. Ну, со следующими исследованиями я хочу, чтобы вот о чем подумали. What Kerwin and her colleagues did is really they're associating food volume with increasing response effort. Когда они пытались связывать объем еды с увеличением попытки ответа. So the more food they put on the spoon, the less likely the kid's going to eat it. Kind of think about it that Получается, way. чем больше еды на ложке, тем с меньшей вероятностью оно будет съедено. And before I go into this next study, of course you can set up, again, reinforcement, try to see maybe I can promote self-feeding by offering a preferred toy, just to see. Ну и, конечно, вы можете подумать о введении подкрепления. Может быть, с введением подкрепления таки съест ребенок, если поймет, что получит для себя хорошего. But what my colleagues and I did here is we wanted to manipulate consequences for being fed versus not being fed. Но мы хотели бы как-то изменять последствия в зависимости от того, съел, не съел. So we try to kind of push their responding to self-feeding. То есть мы пытались каким-то образом подтолкнуть ребенка определенными техниками, чтобы таки съел и сам. And we did this by manipulating number of bites or maybe the type of food. Что мы делали? Мы пытались манипулировать переменные, которые переменчивые, мы пытались количество ложек, либо тип еды менять. And we had 3 participants here. Вот это исследование, в нем принимали участие 3 человека. All tube or bottle dependent. Все они либо питались из трубки гастростомы, либо пищу принимали через бутылочку.
All had been cleared as safe oral feeders. При этом оценка коллег показывала, что их можно безопасно кормить через рот. But they weren't self-feeding the way they would expect. Но при этом они сами не ели таким образом, как от них бы ожидалось. And we, for all of the kids, treated their initial refusal using these non-removal procedures. Все эти дети до этого получали программу в клинике, которая использовала процедуру неубирания еды. And their failure to self-feed was not because they had motor limitations. И они все равно так и не ели, но за этим не стояло никаких двигательных ограничений. And we did this in an outpatient setting. Мы это делали в амбулаторной клинике. And for one family, it was actually done via telemedicine, which is kind of С neat. одной семьей мы вообще это использовали, они не приходили, мы использовали телемедицину, то есть связь, интернет-связь. Our primary dependent variable was self-fed acceptance or self-feeding. Что они должны были, как бы наша основная задача или переменная, это была способность самостоятельно есть. And caregivers served as the feeders too, which is also pretty neat for this study. Ну и, соответственно, там должен был присутствовать взрослый, потому что он являлся единственным источником кормления изначально. And in general, I'll explain what we were doing. Ну вот сейчас в общем объясню, что мы там делали. So the caregiver would explain the session contingencies to the child. Мы объясняли тому, кто кормит, как будет выглядеть сессия. Again, we had 5-bite sessions. Маленькая сессия состояла из 5 ложечек. And the parent would load the spoon like you saw in the video and place a single bite in front of the child. Соответственно, клали ложку, еду на ложку и предлагали ребенку ее съесть. And then if the child did self-feed, they'd provide a lot of, high-quality praise. Если ребенок самостоятельно это съедал, соответственно, давалась похвала высокого уровня. If they didn't take their bite, the bowl would just remain on the tray in front of them. Если не съедал самостоятельно, все равно перед ребенком продолжала находиться эта ложка и эта миска. When we look at treatment then, затем мы смотрели, как это будет выглядеть в программе помощи. If the child didn't self-feed the bite, если ребенок эту ложку сам не съедал, then the caregiver would use that non-removal technique. Тогда взрослый, который кормит ребенка, использовал технику неубирания еды. And then if we use multiple bites, they'd first feed the child that target bite in the bowl, followed by the other bites in rapid succession. И если он не ел, соответственно, он скармливал эту ложку, а потом давал и другие ложки достаточно быстро. Okay, so I'm going to kind of go through a graphic to help you see what I mean. Я сейчас вам покажу графически, что я имею в виду. So first, they'd have the option to self-feed a bite of, say, yogurt. Сначала есть у ребенка возможность съесть самостоятельно ложечку, ну, так сказать, например, йогурта. And usually they'd have about 5 to 8 seconds to do that. И мы даем на это ему от 5 до 10, 5 to 8 seconds, correct. 5-8 секунд. And if they didn't, then the caregiver would feed them a bite. Если он не делает, то ему дают взрослый ложку. And then up to 5 bites total. При этом в быстром темпе до 5. So it could be you feed yourself 1 bite or be fed 5. То есть либо ты съешь одну сам, либо тебе дадут 5. And so here are the results. Вот наш полученный результат. And it's a lot to look at, but I'll walk you through it. Там много на чем можно смотреть, но я с вами это разберу. And on the top panel for Tina, you can see when we were at that ratio of feed yourself 1 bite or be fed 2, that's when she started to self-feed. Ну вот с Тиной наверху график, когда мы ей предложили либо одна сама ложечка, либо 2 тебе дадут. У нее все сразу достаточно быстро перешло на самостоятельное кормление. For the middle participant, it was actually 3 bites, so feed yourself 1 bite or be fed 3. Для следующего участника исследования либо одну сам, либо тебе 3 дадут. For the bottom panel with Brian, we never got it, so we went up to 5 bites. С другим ребенком мы так и не дошли до 5. So he was content to go, okay, I'll sit here and the caregiver could feed 5 Он bites. так и продолжал, значит, типа, и буду сидеть, кормите там меня. So what we did with Brian is we tried to identify his least preferred of his target foods. Что нам пришлось сделать с Брайаном? Мы нашли для него еду менее предпочитаемую.
And what we found is that this was scrambled eggs for him. Методом парных стимулов это сделали, что мы обнаружили, что это яичница-болтунья или скрамбл. So we set it up a little bit differently for Brian. Поэтому для него мы стали делать несколько по-другому. And so he again had the chance to feed himself that one bite of yogurt. У него опять был шанс, либо ты съел сам ложку йогурта. And I didn't hone in on the bite size, but this was probably a quarter of a spoon of yogurt, just to give you an idea of Я how не much. помню точно, но это типа четверть ложки этого йогурта, который он должен был съесть самостоятельно. And if he didn't take the bite, then the feeder would feed him up to, I believe, 4 bites of scrambled eggs. Но если он его сам не съел, то получишь 4 ложки яичницы-болтунь. So keep in mind, I mean, he has a choice. You know, you can take the one bite, or the caregiver is just going to feed you more of Помните, something это else. его выбор. Либо ты съешь сам йогурта, либо получишь 4 ложки скрамбла. And this will give you an idea of, this isn't a child, obviously, but it'll give you an idea of what this looks like from this video. Ну вот сейчас просто покажу, как это выглядит. Это не ребенок, это постановочное видео. Ну вот, посмотрите. Take your bite. Готов? He's a trooper. So at least that gives you an idea of just sort of what that setup looks like. Ну вот это как бы, соответственно, просто идея, как это выглядело. Okay, so these are the results for Brian now. Ну вот результаты для Брайана. And the top panel is just showing you that those scrambled eggs came out at the bottom, and then they had the highest levels of avoidant behavior, like turning away from the spoon. Первый график – это доказательство того, что не любит он скрамбл. And for him, it was that kind of ratio of you feed yourself 1 or be fed 4 bites of scrambled eggs, and then he finally self-fed. Ну и для него, поскольку было вот такое дело, либо одну ложку сам, либо 4 получишь скрамбла, он в итоге быстро научился есть сам. And so my take-home point is not to just go and try this, but it just shows you how complicated or difficult it can be to encourage a child to И self-feed. зачем я это включила? Не для того, чтобы сказать вам, иди каждый и пробуй, а просто для того, чтобы показать, насколько может быть сложным процесс обучения самостоятельному кормлению. So use prompting and reinforcement first. То есть используйте сначала, конечно же, пробуйте стратегии с использованием подсказок либо подкреплений. Okay, so it really kind of told us that maybe this history of a feeding disorder did relate to this, child not feeding in an age-typical manner. Ну и о чем это еще говорит, что иногда трудности с приемом пищи связаны с тем, что необычным образом вообще ел до этого. And all these kids were at least 2, but they weren't self-feeding. Ну и эти дети с этой истории предыдущей медицинской в 2 года уже еще не ели. And then this is kind of where we hope to be. It's still that we're presenting just 1 bite at a time, but this is hopefully after treatment what we get. Ну вот мы так и продолжаем по одной ложечке в единицу времени, но вот как оно будет уже выглядеть после прохождения программы помощи. Сейчас мы увидим. So a video. Видео сейчас будет. Take your bite. Lettuce. Awesome. Good taking your bite. Yay, good job. Yay. Oh man, we got the I glove. began. Oh, I started it. I wasn't very startled that time. Look at this big shark. Is that a great white? He's got big teeth. Wow. You got your light up shoes on? You making him go? Show me. Yeah. Good swallowing your bite. Great job. You are a rock star. Take a bite, dude. Good job taking your bite. All right. I don't know why he flipped it over, but at least he took it. Я не знаю, зачем у нее перевернут ложку, но съел и ладно.
Okay, before we move on to chewing, does anybody have any questions? Ну вот так вот. До того, как мы перешли к жеванию, есть у кого какие вопросы? Is everybody ready for this? It's quite Готовы? complicated. Это сложная штука. Подскажите, пожалуйста, вот, допустим, 1 ложку съел ребенок. Следующие действия, сколько ложек потом дальше давать ему? 5 и останавливаться. И потом в последующие дни переходить там 5, 6, 10 или... Yes, so you make a good point that yet we usually do build off of that single bite. We might just get more on the food at a time. Правильно, вы совершенно все поняли. Если это пока 1 ложечка, может быть, потом на этой ложечке чуть побольше еду со временем становится по количеству. And then typically we build off that and then start to teach a child to have, all of the food, at least one food where they'd start to scoop a bite. Ну и, соответственно, мы потом учим хотя бы 1 вид еды, чтобы он зачерпывал, съедал ложку. But it's still just one food at a time where we're kind of taking it back and forth like that. Но все равно это 1 тип еды, он съел, мы ее убираем, потом таймер звонит, мы опять ее предъявляем. And then once we get that down, we start putting, more like a portion in front of the child where now they're having to go through the foods. Ну и, соответственно, когда он научится есть это 1 ложку целую, мы чуть-чуть увеличиваем размер вот этой так называемой порции. And you're right, it's a slow build over time. Like a lot of times we have to work up to that. Правы, это очень медленный процесс, мы, соответственно, одно строим на основе другого. So we might tell a parent, go home and practice the first 5 or 10 bites with self-feeding, then finish the meal with non-self-feeding. Например, родителю выписываем, говорим, ну вот пока ваша задача 10 ложек сам, а потом вы его докармливаете. And then over time you just start to move the number of bites up, if that makes sense. Ну и когда это будет пойдет хорошо, вы, соответственно, увеличиваете количество зачетных ложек. But you start small for that big picture. Ну, начинаете с малого-малого, чтобы потом в итоге прийти к большой картине. So you're right, we have a long way to go for independence. То есть вы правы совершенно, там до самостоятельной еды еще достаточно далеко. Спасибо. Yes. Скажите, пожалуйста, как вы поступаете, когда наблюдается рвотный рефлекс? Вот если еда попадает на кончик языка, и у ребенка явный рвотный рефлекс. Another good question. We Еще do run один хороший into that. вопрос. Мы должны на это смотреть. And typically how we respond is, we allow, of course, the child to work through that. Но мы сначала как бы поможем ребенку, чтобы это как-то нейтрализовать, да, помыть его. And once everybody's kind of clean, we just move on with the meal. То есть, когда уже все чистое, мы все это вымыли, если его вырвало, да, мы продолжаем давать ему еду. As long as that's related to food and it's not because of illness. If the child's sick, we might go, okay, they're not feeling well today, we're going to stop. Но если это только не связано с тем, что он у вас сегодня больной пришел, соответственно, если это связано с медицинской причиной, конечно же, мы не будем заставлять его есть. But if it's that learned response, we're just going to keep trying to work through it. Like, we're not going to try to stick a bite in their mouths when they're going through that, of course. We're going to wait, like I said, until they're kind of through the event and then start again. Если это все-таки не связано с медицинской причиной, мы будем стараться все-таки пройти через процедуру кормления. Понятно, что не мгновенно мы будем пихать в него ложку, мы дождемся, пока он успокоится, пока там мы все уберем, но потом опять продолжаем есть. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, учитывается ли формирование у ребенка пищевого интереса, который подавляет выталкивающий рефлекс в 6-7 месяцев, индивидуальное становление пищевого интереса? Это первое. И второе. Подождите, давайте на один ответим. Да. Yes, if we see a pattern where, say we've introduced like 16 foods and there's only one of those foods we see this vomiting keep happening on.
Ну вот если, допустим, мы разные виды еды, 16 видов еды предъявляем, и только с одним мы наблюдаем вот эту рвоту. We are going to be mindful of that and go, hey, maybe they have developed a preference now and they really don't like that food, so we would talk to the dietitian and likely remove that from the rotation. Соответственно, мы говорим, ну все, у нас достаточно неплохой уже рацион, и мы думаем с диетологом, ну и не любит он, и бог-то с ним, может быть, что-то замена какая-то пойдет. But we identify the pattern in the data and make sure that it's consistent and not just, well, vomiting just kind of pokes up, but it's not any specific food. Но мы должны быть уверены, что собранные данные дают достаточные доказательства, что это не случайный паттерн, действительно все ест, а это не ест. So that's a great question. I mean, we want to work kids through this, but if we do notice a pattern, we go, okay, obviously you really are not doing well with that food. We're going to recognize that and honor that. То есть мы пытаемся как бы понять паттерн, но если мы четко видим, что это возникает только на одну разновидность еды, ну не любишь, ну что теперь делать? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, так как Центр пищевого поведения диэнцефальная область, то порой в своих наблюдениях мы видим корреляцию и с нарушением сна. И тогда вопрос следующий. Можем ли мы использовать биоритм 3-3,5 часа для усиления пищевой антиципации у ребенка при нарушениях самостоятельной еды? Прошу прощения, можете период еще раз назвать? 3 часа? 3,5 за сна. Голод, насыщение, чтобы увеличить мотивацию к самостоятельной еде. So, does it work if we give a child like 3.5 hours to kind of sleep or hibernate, and then so the child gets hungry and then present the food again? With sleep, we don't really see patterns, at least day to day, where after naps that kids will perform better after they sleep. Мы пытались смотреть, лучше ли они едят после того, как немного поспят. However, if sleep is highly disrupted and dysregulated, we do expect that their eating's going to be worse. С другой стороны, если действительно есть дисрегуляция сна, мы ожидаем, что будет хуже кушать. And I think there is one study that I can think of where they got sleeping on track and eating came back. Ну вот единственное исследование, которое я видела, там действительно было следующее, когда разобрались со сном, стало лучше есть. But yes, very good question, and that's something to keep in mind with the families to make sure what are sleep patterns like. Let's make sure we get that on the right track too. Ну и соответственно это хороший вопрос для семей тоже, если они плохо едят, а как выглядит их сон, и с этим тоже надо поработать. But it's quite often the case that if feeding can be dysregulated, sleeping is as well. So sometimes we have to fix both of those things. Но действительно часто встречается, когда у нас есть дисрегуляция приема пищи, у нас еще сопутствует дисрегуляция сна, и приходится разбираться и с тем, и с другим. Yes, good question. Anything else before we move on? Что-то еще, прежде чем мы к жеванию перейдем? Let's go to chewing. Okay, chewing. All right, I have another video. This is what chewing should look like. У меня тут другое видео, как в норме должно выглядеть жевание. Nah. Nah, makan. Cakap apa? Cakap apa sama mama? Yum, yum. Sedap? Ya. Hey. So he's, happy, having a good time. You can see him moving the food around. Вы видите, он счастлив, ему хорошо, он как-то там немножечко двигается при этом. But as you can imagine, this type of chewing doesn't often emerge for a child with a feeding problem. Но, как вы понимаете, такой тип жевания часто не случается у ребенка с трудностями принятия пищи. In a child with a feeding disorder, they might spit the food out, they might hold the food whole in their mouths for a long period of time. Что будут делать дети с трудностями приема пищи? Либо выплевывать еду, либо
набивать этот рот, держать за щеками. And then one of the worst is when they swallow food whole. Yes. И один из худших исходов, если не пережевано, они пытаются так вот закинуть в себя. Some kids, they'll kind of do this munching pattern instead of like a rotary chew. У некоторых дети, они как-то пытаются мусолить вместо того, чтобы использовать жевание с ротацией. Instead of using their teeth, they'll kind of smash the food around with their tongues. Либо пытаются раздавить еду, используя не зубы, а язык. And this list could go on, but this is probably what we see the most of. Ну вот это можно список-то продолжать, но это то, что мы чаще всего видим. And here's another video to show you when chewing goes wrong. Вот еще одно видео, которое вам покажет, как выглядит неправильное жевание. Maybe. Может быть. Chew, but don't swallow. Show me. Okay. Okay. Wait. Wait. Why? Chew, but don't swallow. Граждане, кто снимает, вы помните, что это нельзя выкладывать в интернет, это чьи-то дети. Keep chewing. Keep chewing. So this should be about over. But you can see that he just is swallowing it whole and sucking on the food. Ну вот это может продолжаться, что вы видите, вместо того, чтобы либо он часть глотает, либо он пытается это рассасывать, но это не то. So it can be really scary when you're working on this skill. Это на самом деле может быть таким устрашающим, когда ты над этим навыком пытаешься работать. And it's not really clear why this skill doesn't emerge in the same sequence for kids with feeding problems. Не очень понятно, почему же таки этот навык не особо возникает обычным образом у детей, у которых ранее были трудности принятия пищи. But there may be that kind of critical period around 6 months of age when, if they aren't exposed to solid food, they don't develop this skill. Но может быть там есть еще причина не было опыта знакомства с твердой пищей в критический период, который от 6 до 7 месяцев, и потом все пошло не туда. And you can see why this might happen for these kids. So they're probably not able to eat, possibly because of a medical issue at this time. А почему это происходит? Мы видим, потому что, возможно, дети не могли по разным медицинским причинам нормально есть в этом возрасте. Or this learned or refusal behavior is getting in the way and they won't take Либо они food. научились поведению избегания еды, которое, соответственно, продолжает с ними оставаться. And the literature to address chewing, I mean, it's pretty scarce. There's not a lot out there. Ну и, в общем, не так и много литературы, которая касается этого навыка жевания. And the studies that are out there, at least these older ones, there are a lot of components. It was really hard to kind of understand what they Мало did. того, исследования, которые были ранее проведены, там так много разных компонентов, что там вообще трудно разобраться, что из чего исходит. So what we try to do is evaluate a less kind of complex procedure to help kids with chewing. Что мы пытались сделать, это попробовать оценить эффективность менее сложных процедур, когда мы можем вычленить, собственно, трудность жевания. And then the second piece is what you see, that word mastication there. Ну и вот вы видите как раз некоторую меру, степень разжеванности пищи, это то, что мы использовали в своих исследованиях. And this is a product measure of chewing.
Это, собственно, как раз используемая мера степени разжеванности. So it's not enough that we're getting, we're starting to see these chewing motions. We want to make sure the product of their chew is resulting in food that they can safely swallow. Соответственно, это не просто сделал какое-то жевательное движение, а разжевал до той консистенции, которая предполагает безопасное проглатывание. Okay, we had two participants, quite different in age. One was 4 and one was 14. Здесь в этом исследовании у нас два участника, достаточно разные по возрасту, потому что одной 4, второму 14. They both had chronic feeding problems and medical diagnoses. У них и у того, и у другого хронические проблемы с приемом пищи и медицинские диагнозы. But both were cleared as safe oral feeders by a physician. Но при этом врач говорит, что они безопасно могут питаться через рот. And of course, it's probably a common thing. We successfully treated their initial refusal with things like non-removal of the spoon. И это понятно, что, как со многими другими, мы до этого научили их принимать еду, используя те же самые подходы, как, например, не убирание этой ложки. But we didn't observe a lot of chewing when we try to advance texture. Но при этом не наблюдаем у них прогресса и не видим жевания, но хотели бы продвигаться дальше, усложняя текстуру еды. The setting again was an outpatient clinic. Соответственно, где мы работаем? Это клиника для амбулаторного наблюдения. And we were measuring chews per bite. Соответственно, мы количество жевательных движений меряем на один укус или на одну ложку. And essentially what we were looking for is an up and down motion of the teeth that we saw the teeth part about a ½ inch. Соответственно, мы не только смотрим, как там рот открывается-закрывается, но еще насколько это происходит интенсивно, ибо по количеству углубления зубов в еду. And then for one participant, we started developing this mastication measure. Для одного ребенка мы еще смотрим степень разжеванности. And so what we were looking for is when we checked his mouth, that the food, if you think about minced garlic, that we saw pieces not much bigger than that. Ну и, соответственно, на что мы смотрим, если мы просим человека открыть рот, например, если это давленный чеснок, вот чтобы это не было больше, чем раздавленность. Yeah, like if you think about minced garlic that we can buy in jars, like it's really small chunks. Раздавленный чеснок у них продается как продукт, вот когда он уже понимаете, о чем я говорю? Раздавлен, как у нас нет этого, наверное, на рынке, такой чеснок, прошедший через чеснокодавилку. Вот это размер зачетной степени размалывания еды во рту. So of course it's not going to be smooth. Yeah, yeah. Yeah, I'm trying to think of like a couscous, but it's going to be probably a little bit larger than those little tiny pieces. Но еще с чем процент разжеванности, степень разжеванности можно сравнить, как кускус, который сегодня был за едой. Ну вот совсем на маленькие кусочки. Maybe it's like not the real fine kind, of course. That's too Не blended полное down. размалывание, это сложно. But another way, like it's really small pieces. I'm trying to think of a better description. Ну, короче, должен хорошо разжевать, прежде чем проглотить. There's a video which I don't know how well you'll be able to see, but maybe it'll give you an idea. Сейчас видео, я не знаю, что вы там из него увидите, но хоть оно, может, у вас какие-то идеи вызовет. But not yet, it'll come up later. Но не сейчас, оно позже будет. Okay, so for this first participant, during baseline, we'd present one small piece, so it'd be quarter by quarter. Ну вот для первого ребенка мы вот такой квадратненький кусочек давали. Or 0.6 centimeters by 0.6 centimeters, pretty small. И размер 0,6 миллиметра квадратненький, то есть достаточно маленький. Fit 4 of those on the head of an American penny. Ну и, в общем, вы можете на американские пенни таких положить 4 штуки. Вот это по размер какая кусочка. So you do have to chew it, but you can safely swallow it whole without having a choking event. То есть размер выбирался, что с одной стороны можешь его пожевать, с другой стороны, если уж ты его проглотил, ничего страшного не будет, ты не подавишься. And so they essentially would just put the food in the bowl in front of her and say, take a bite. Что мы, собственно, делали? Мы этот кусочек размещали в миску и говорили, ну, съешь.
During baseline, we didn't really give her any feedback at all. So once the food entered her mouth, the feeder didn't tell her to chew, they didn't praise Ну chewing. и в начале эксперимента мы никаких последствий не обеспечивали, давали этот кусочек, ребенок съел, не съел, никакой обратной связи от кормящего не получал. And we weren't yet checking for like mastication or how well chewed up the bite И was. мы пока не проверяем степень разжеванности. Then during treatment, once now the food entered her mouth, we would say chew 8 times. Программа помощи. Как только еда попадает в рот, взрослый говорит ребенку: жуй 8 раз. And then we'd use this prompting strategy again where we talk her through what to do. И мы используем тут же стратегию подсказываний, когда мы ее учим, что ожидается от нее, чтобы нужно было сделать. And as she chewed, we'd count the chews aloud. So 1, 2, 3. И по мере того, как она жует, совершает эти движения, мы еще громко считаем: 1, 2, 3 и так далее. And then if she did complete 8 chews without any help, we would provide lots of praise. Если она делает 8 жевательных вот этих движений без подсказки, мы очень ее хвалим. And then we did start conducting that mastication mouth check, but I don't have data on that for her. И мы также проверяем степень разжеванности, но просто у меня сейчас нет данных об этом. And so these are the results for 4 of the foods. Ну вот это на результаты 4 видов еды. And the main thing is that across all the foods, chewing was fairly low or variable. Ну и мы видим, что на всех видах еды как раз достаточно низкий показатель по жеванию. And then when we drop in this kind of prompting and praise procedure, we see chews come up to 8 per bite pretty quickly. И как только мы вводим процедуру подсказки, мы видим, как достаточно быстро количество жевательных движений после черточки увеличивается до 8 на один кусочек предъявленный. This is another set of foods for her, really the same outcome across Вот these. этот другой тип еды, вы видите ту же самую историю. Как только вводят структурирование процедуры, мы увидим увеличение количества жевательных движений. So chewing is low in baseline, we drop in the intervention and we see increases. Соответственно, обучаем таким образом жевать, потом заканчивая, и тут же видим увеличение количества жевательных движений за один кусочек. Okay, for the second participant, we realized that we added a whole lot of stuff when we went to treatment, so we wanted to kind of parse this out a little bit with him. Ну вот с этим нам немножечко пришлось поусердствовать участникам исследования. So for him, in baseline, we would give him some general instructions. We'd just say chew and swallow. Поначалу для этого в начале программы мы не давали детальные инструкции, просто говорили: жуй и проглоти. And if he did chew enough, we'd just say good job chewing. Если он жевал, мы просто ему говорили: хорошо жуешь. And for him, we actually did start, again, collecting data on what that food looked like after the 10 chews. И для него мы ставили еще, собирали данные, как выглядит эта пища после 10 прожевываний. And because he was 14, he was old enough that if he was going to swallow before we checked, we just simply said, hey, show us the food first. Ему 14 лет, он достаточно большой, и мы ему говорили: прежде чем проглотить, покажи. And then during treatment, simply what we did is we got more descriptive with what we were telling him. Ну и, собственно, программу помощи составляли в том, что мы стали давать более описательную фразу, которая давала ему понять, что от него ожидается. So we specifically told him chew 10 times. То есть мы стали ему говорить: жуй 10 раз. And then if he did, we'd say, great job chewing 10 times. И когда он это делал, мы ему в ответ хвалили специальным образом, говорили: хорошо, молодец, 10 раз прожевал. And I'm not going to show you chewing for him because it looks very similar to what you just saw for the other participant. И я не буду показывать графики жевания, потому что все это выглядело точно так же, как с другим ребенком. So even, we got chewing up with mastication during baseline. It's kind of all over the place. Like sometimes it was chewed up, sometimes it's whole. Ну и даже если прожеванность она была какая-то, но иногда получше, иногда похуже. And then when we went to intervention across the foods, we see that not swallowing, but mastication does increase and, raises to a high level by the end. Но, используя данные процедуры, мы также можем отметить, что степень прожеванности пищи к концу программ помощи, она тоже существенно возрастает.
So not only did we get chewing up, we also got this product of the chew where we wanted it to be. То есть не только увеличивается количество жевательных движений, но и улучшается качество разжевывания пищи. So his chew was effective. То есть его жевание становится более эффективным. Okay, so I want to remind you how complex chewing is. Я хочу еще раз напомнить вам, насколько сложным процессом является жевание. And it may come naturally to most of us and most kids. И для большинства из нас с вами, и большинства детей, это появляется совершенно естественным образом. But of course, the child has to first allow the food into the mouth. Понятно, сначала надо вообще допустить еду в рот. They have to be able to use their tongues to move it to their molars. Затем языком нам надо как-то продвинуть эту еду в направлении к малярам. Once it's on their molars, they have to use their tongue to keep it there as they're chewing. Пока она в районе маляров, нам надо языком удерживать ее в этой области. They have to grind it up until it's masticated. Ее надо продолжать жевать, измельчать, пока она не прожевана в должной степени. And then after that, all that, move it back to the center of the tongue to swallow. Потом ее надо языком передвинуть на основании и взять и проглотить. And this is a video that kind of captures just how intricate this is. Ну и вот это вот видео, которое просто показывает, насколько это непросто. And this is actually the daughter of somebody from our clinic that was just messing with her mom's phone, and it's quite interesting though. И это дочка одной из наших коллеги, которая просто прихватила телефон мамин, но просто интересно посмотреть, как это выглядит. So it's in slow-mo and kind of weird and gross too, but it gives you an idea. Она, конечно, ужасно выглядит, но это дает вам противно, да, но это дает вам некоторую идею. But you can see how she's using her tongue to kind of keep the gum in place as she's chewing. Но видите, как она использует язык для того, чтобы в процессе жевания жвачки удерживать жвачку на определенном месте. And you can see that nice rotary chew that she has. И вы видите вот эти хорошие ротационные движения языка, когда она это делает, он поворачивается в нее. And a lot of kids with feeding problems, they can't do this. They don't know how to keep the food on their teeth like this. А многие дети с трудностями жевания, они не понимают, они вообще не способны удерживать язык на зубах вот таким образом. I don't know how long this one is, but we can probably move on. Я не знаю, как долго это длится, но мы можем с вами дальше двигаться. It just goes on like that. Ну, будет идти, похоже. So of course, if you're thinking about that last paper, the success really depended on can the child actually get it to their teeth to chew. Видите, исходя из этой штуки, получается, что успех зависит от того, может ли ребенок удерживать языком еду на зубах в процессе жевания. And obviously these kids could, and they did follow our instructions. Понятно, что кто-то может, обычно они и нашим инструкциям следуют. But this can be really challenging for a small child who doesn't know what you're asking them to do and then who swallows whole. Но для маленького ребенка или ребенка, который не понимает, что от него хотят, это может быть достаточно опасно, потому что он может вместо того, чтобы нормально проживать, ее заглотить. So what I want to talk us through is, we have to be careful when we try to increase texture for kids with feeding problems. О чем я хочу начать, что мы должны очень осторожно усложнять текстуры для детей, у которых есть трудности принятия пищи. So if we try to just move from purees to like a finely chopped table food to chunks of table food, если мы будем пытаться быстро проскочить от пюре до обычной еды с обычного стола, and we fade the texture, there's a good chance they're just going to learn to swallow these pieces whole. То, скорее всего, он просто будет эти куски целиком и проглатывать. So for a lot of these kids, that's not something we'd recommend, and you're actually going to teach them to be quite good at learning how to swallow bigger and bigger pieces whole. И для большинства детей нам приходится постепенно учить их проглатывать кусочки все большего и большего размера. A child who has chewing skills intact, you might be able to do this, but they still might swallow whole. Для ребенка, у которого есть какие-то жевательные навыки, все равно надо быть очень осторожным, потому что есть шанс, что он целиком будет пытаться отглотать. Because of course you can avoid contact and exposure by just swallowing it rather than going through all you need to do to chew. Потому что если вы избегаете контакта еды с зубами, вы просто берет и глотает.
So in this next paper, we really wanted to identify a protocol that kind of keeps kids safe when they were likely to swallow early like this. Ну вот, соответственно, в этом исследовании мы пытаемся разработать протокол, как же учить ребенка постепенно и медленно учить жевать перед проглатыванием. And we continue to kind of evaluate this measure of mastication as we did this. Ну и мы продолжаем исследовать вот эту вот меру степени прожеванности. So we wanted to keep kids safe. Потому что нам надо, чтобы они ели безопасно. So we have 3 participants here. Здесь у нас 3 участника исследования. 2 to 4 years of age. Ему от 2 до 4 лет. They had different medical diagnoses, and they were all cleared as safe oral feeders. У них, при том, что есть масса всяких медицинских диагнозов, при этом вам коллеги, врачи говорят, что их безопасно кормить через рот. But most didn't have a lot of experience with table food. Но большинство этих участников не имеет особого опыта еды с общего стола. And our setting again is an outpatient clinic, and one we did via telemedicine. Соответственно, где проводятся исследования, это наша амбулаторная клиника, и для одного из этих детей мы используем телемедицину. And what's really exciting is that the child's mother served as the feeder for all of these kids. И что здорово, что во всех этих случаях ребенка кормит мама. And we looked at, again, chews per bite, but we got a little bit more specific, and we wanted to make sure that we couldn't see the food just visible on the tongue as they were chewing. Ну, соответственно, мы очень специфически смотрим, и еще смотрим на то, чтобы мы не должны видеть в результате еды на языке ребенка. And we continued, of course, to look at that product of the chew. Ну и смотрим на то, какого качества разжеванность еды. Okay, so how did we do this? То есть как мы это делали? So often we'd start with a baseline where we've got the food just on an upright spoon to see what they're doing. Начали с обычного вот этого исследования на входе, когда мы даем прямую ложку, на ней находится еда, и мы смотрим, как с этим жеванием. And I will talk you through each step. I'm just kind of giving you a preview here. И я покажу каждый из этих шагов, просто предварительно расскажу, как это выглядело по дизайну. And so often we then proceed to where we do some non-nutritive training with an empty chew tube. Затем мы пробуем как бы снизить задачу и учить пока жевать на пустой трубке для жевания. And then, you know, if they still weren't chewing after that, we'd actually embed that small piece of food inside that chew tube. Если пока так и не очень получается с жеванием, то мы начинаем потихонечку, по малым количествам добавлять еду в эту самую трубку. And then over time, we'd work away from that chew tube and have strips of food, and then hopefully back to that piece on the spoon. Ну и потихонечку мы отходим от трубки, переходим к небольшим полосочкам еды. Okay, so during baseline, то есть на начало исследования, базовый уровень, the caregiver just simply presented that single piece of food to the child. Мама дает ребенку ложку еду на ложке, размер кусочка еды составляет 0,6 на 0,6 сантиметров. And then they would prompt them to chew and praise them for chewing the correct number of times. Ну и, соответственно, мы говорим подсказку «ешь» и какое количество есть. And at a specific time, we did check to see what the food looked like, to see, you know, if they had chewed, was it safe to swallow. Ну и, соответственно, мы проводим проверки, что разжевал, не разжевал, насколько это безопасно для проглатывания. When we moved to the next step, because most of the time the kids weren't chewing, we would teach them to chew on this very specific chew tube here. Ну, поскольку с жеванием там не очень, мы переходим на следующий шаг. Мы учим человека жевать вот эту трубку пустую. And this is going to sound crazy, but in the United States, you actually go to like a home store and buy this tubing from the plumbing department. Это, наверное, звучит для вас ужасно, но мы вот эти штуки берем из магазина, который для сантехники. And it's food grade, BPA free, silicone based. Извините, это была шутка. На самом деле она совершенно другая, силикона, специальная, это не просто такая трубка. But it really serves as a nice device to be able to embed that food inside this tube. Но при этом это хорошая штука для того, чтобы в дальнейшем можно было туда какую-то еду засовывать.
But first we're just focusing on, okay, let's get you to chew like we're asking you to, and you can place that chew tube right between their teeth or their molars. Но поначалу мы просто учим на вот этой штуке жевать, просто помещая эту штуку как раз между зубами на моляры. And we're usually going to build from like a single chew all the way up to 10 to 12 chews. Соответственно, учим ребенка сначала один раз жевнуть, и потом до 10-12 раз жевнуть на этой трубке. And again, we're going to be using prompting procedures, praise, counting aloud their chews. Мы используем и процедуру подсказываний, и похвалу, ну вот весь набор процедур. So after that, if we go back and go, hey, let's see if they can chew, if we now present it on the spoon. If they don't, we actually then start to embed that little piece of food inside that chew tube. Дальше мы попробуем, будет ли он жевать еду с ложки. Если нет, мы возвращаемся к жевательной трубке и размещаем маленькое количество еды. And what you have to do with the chew tube is actually kind of slice it all the way down the length of the tube. Что мы, собственно, делаем? Мы ее запихиваем туда по длине трубки. Because otherwise you're just going to be trying to push it in, you're going to smash it up with your fingers. Потому что если этого не сделать, то вы ее раздавите пальцами. And you put it so that there's a little bit space at the end because it'll fall out if it's too close. При этом ее не до самого конца трубочки, потому нужно засовывать. В противном случае, если живнет, она у него вывалится с кончика. But if you have it too far back, you're not going to be able to place it correctly on the molars. Но если она будет недостаточно туда засунута, он не сможет ее на моляры поместить. And the procedures are almost identical to when the chew tube is empty. We just now are placing the food in it. Процедура практически такая же, как когда мы учили его жевать эту трубку без еды на ней помещенной. And this graphic shows you exactly what kind of placement we're going for. Ну и, соответственно, этот график показывает, куда мы как ее засовываем. Okay, during treatment then. Во время программы помощи. So after we do something, like we embed that piece in the food, we're going to still be looking for what does that chew or the food look like after they've chewed it. Соответственно, мы смотрим на прозрачные трубки, как выглядит еда после вот этих 10-12 прожевываний. And what they're going to do is simply they can just take the chew tube out, look at what the food looks like inside of it. Как это делается? Просто тот, кто кормит, смотрит, как выглядит еда внутри трубки. If it's chewed up, they're going to take it out of the chew tube, put it on a spoon, and now feed it back to the child. Если она прожеванная, мы ее из трубки вытаскиваем, на ложку кладем и даем ребенку. To start linking, hey, now you consume what you just chewed. С тем, чтобы ребенок связывал в голове, может проглотить то, что нажевал. If it's not chewed up, we're going to simply ask them to chew 4 more times and keep checking until it is. Если она в недостаточной степени прожевана, мы говорим еще 4 раза жевни, посмотрим. And this video will demonstrate what this actually looks like. Ну и на этом видео вы сейчас увидите, как это все выглядит. Chew tube with a quarter by quarter by quarter inch piece within the chew tube using 3-step prompting. Hurry, take it right. Good job, take it right. Chew 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show me your bite. Good job, chew your bite, buddy. It's all masticated. Show the camera. It's nice and masticated. Up a little. Good. Okay? Wow! Now that's Yeah, a now feed him tiny the bite. toy. That's good on that. Swallow. Thanks for cracking Now we begin a 30-second timer. And so he's actually doing quite well with that. И вот это ребенок неплохо справляется с этим делом. Then after that step, if we try to present the food on the spoon and they're still not able to chew, После этого, если мы даем еду потом на ложечку, но он все равно не может жевать, what we'll do is we'll start to move into a strip form where we have that strip about 2 inches long. то мы переходим на полоску. Вот эта полосочка, она примерно 5 сантиметров. But the other dimensions are still kind of that quarter by quarter. Но все равно Quarter by quarter or 0.6 centimeters by 0.6 centimeters, the other dimensions. Имеется в виду, вот при этом высота, ширина, она все равно по 0,6 сантиметров.
And what we'll do is we'll take that chew tube and actually just slice it in half and lay that strip on top of it. Чем мы на самом деле мы просто делаем, мы разрезаем пополам эту самую трубку для жевания и кладем эту штуку в середину. So it's still kind of got a base, and the child isn't fully in contact with the food on the bottom. То есть это все равно некоторые на каком-то фундаменте она лежит, и ребенок не имеет контакт прямого с едой, которая находится внизу. And then after that, we'll take that chew tube away and now just present the strip of the food. Ну и, соответственно, по дальнейшему мы убираем вот эту самую трубку для жевания, оставляем только половинку ее. And of course, there's only a certain number of foods we can do this with, because only certain foods lend themselves to being cut in a strip like this, of course. Понятно, что не каждую еду можно таким образом разместить и нарезать определенным вот этим размером. Okay, I'm going to talk you through some results now. Сейчас я вам покажу кое-какие результаты. And I'm only going to show you one participant and kind of break it out for you. Покажу только одного ребенка, но при этом я специальным образом этот график для вас нарезала. And so this is chews per bite that we're looking at. Это количество жевательных движений на одном куске. You can see during baseline, when that food is on the upright spoon, they're not really chewing at all. Вы смотрите первый кусок исследования до первой этой самой отметки, когда это дается на ложке, которая преподносится спереди, и вы не видите особо большого количества жевательных движений. And keep in mind, I'm not showing you the empty chew tube training. We did that, and then we're coming back with now the food in the tube. Ну вот я вам не показываю, что мы делали в процессе обучения жевания трубки. Я показываю, когда мы даем вот эту штуку в And now chewing is up to where we want it to be, around 10 times. То есть мы видим, что в трубке, когда еда, мы видим, что количество жеваний в среднем составляет 10 раз. We then come back to probe it, still no chewing. Возвращаемся, черная точка дальше после пунктира, так и не жует. So now we tried the strip of food without the half tube. Теперь мы даем полосочку еды на половинке трубки. And even though this looks okay, what went wrong was with mastication, and I'll show you that in a second. Но даже несмотря на то, что это ничего, при этом степень разжеванности не особо. And so what we did is we went back to going, okay, we're going to put the strip back on that half tube like I was showing you. Что дальше? Ну, продолжаем с половинкой трубочки, то, что я вам показывала. And then we get chewing where we want it to be. Доводим же жевание до того, что мы хотели бы видеть. We're able to go by the strip, back to the strip by itself, and then finally to the food on the upright spoon. Ну и, соответственно, потихоньку мы можем отходить от ложки и давать ребенку уже опять еду на вот этой ложке, которая ребенку выдается спереди. And don't get bogged down. This is a lot. It's just basically showing you that we were able to do this with 4 different foods. Не приходите в ужас. Здесь понятно, что много. Здесь просто несколько разных видов еды. So I'm not going to take you through all of it. It's just we were able to do it with every food that we were targeting. Не буду я вас мучить, чтобы все показывать, разные продукты. Ведь курица, картошка, груши и что-то еще. It's a lot of data. Oh, there's green beans. I'm not sure. There's green beans is the last food. Там не уксус, там зеленая фасоль. Откуда там слово уксус взялось, не знаем. Yeah, I don't know why that translated as vinegar. Vinegar. Yeah. No. Ну, ложка там на самом деле. Yeah, no one was using vinegar, I assure you. No, it's my Oh, okay, okay. I need the glasses. Okay, it's okay. Just so you're like, what are you guys doing? Okay, for mastication now. Теперь степень разжеванности. And so during baseline, he was really having a hard time with it. He wasn't chewing, and of course the food wasn't safe to swallow. Соответственно, в начале исследования, мало того, что не жует, еще понятно, что и степень разжеванности не позволяет ее глотать нормальным образом. We come back to where we're putting the piece of food in the chew tube. Now he's getting it masticated every time. Дальше мы переходим опять к трубке, еду в трубку, доводим до того, что она хорошо разжевана каждый раз. But when we try to go to just that strip without the half tube on it, но если давать полоску, половиночку трубки,
What was happening is that it seemed like the strip was moving around a lot. He wasn't keeping it in Что place. происходит? Похоже, что вот поскольку эта полоска, она еще на зубах болтается, он не может ее удерживать где надо. So the piece would snap off and he'd lose it and it'd just be floating around in his mouth. Соответственно, сваливается с зубов полоска, и этот кусок еды начинает болтаться во рту. So that's where you see that kind of drop off there. Поэтому, соответственно, мы видим вот такой график. So then we go, okay, let's put that strip back on the half tube, and now we get nice high levels of mastication. Значит, опять возвращаем полоску еды на половинку трубки и увидим улучшенное качество прожевывания. And so, he's getting more contact with the food, but he doesn't have to do as much to keep it on his То есть teeth. больше контактирует с едой, но нет необходимости так много работать для того, чтобы еда не разлеталась по рту. But then over time, we are able to get back to that strip and then back to the Но food on the потом spoon. мы опять к полоске еды, ну и в итоге переходим успешно на ложку. And again, this is just to show you that we were able to do this across all of И the это foods. просто показывает, что мы можем этого добиваться с разными типами еды. And what I didn't mention on the other graph is that we did increase the bite size and he continued to do well. И чего у нас нет на этом графике, я вам скажу, мы увеличиваем размер кусочка, но они продолжают справляться. Okay, and so this is what we hope it looks like after somebody's been through this treatment. Ну вот как это будет выглядеть для того, кто прошел эту программу. So it's another video. Еще там одно видео. Chewing on a loose piece of quarter by quarter inch carrot using 3-step prompting. Увеличиваем размер кусочка. Good job taking your bite. Chew 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show me your bite. Show me your bite. Good Great chewing. job chewing up your bite. You can swallow. And now we begin our 30-second timer. Oh, we have to play it again, huh? Okay, just check for mouth. Now 30 seconds has gone by. We're going to check for swallow. Great job swallowing your bite. Good buddy. job, bud. We're all done. So he is doing a really nice job with the protocol here. То есть он хорошо очень по протоколу здесь идет. So in summary, we were able to, we hope, provide a pretty replicable description of how you would do chew training this way. Соответственно, мы в итоге получаем вполне неплохой протокол, который детально показывает, как вы можете учить жеванию при помощи использования этой трубки. And we started to get better at our definitions for chewing and mastication. И мы видим, что все будет лучше, когда у нас есть определенного рода определение, что есть жевание, что есть разжеванность. И это надо продолжать шлифовать. This might be a good time if folks have questions. One thing you might be thinking is lateralization. Ну вот здесь время для вопросов вполне подходящее. О чем мы еще должны думать? О латерализации еды. In our protocol, we don't know if it actually taught the kids to lateralize. We need to understand a whole lot more about that piece of treatment. И мы пока из наших протоколов не понимаем, то ли мы учим перемещению еды, или то ли само у них отрастает. But any questions about chewing? Ну вот какие-то еще вопросы про жевание. Вот в последнем видео было представлено глотание, и там явно ребенок инфантильное глотание там было представлено. Есть ли разница между тем, как учить, то есть изначально учиться правильному глотанию все-таки, или инфантильное это как промежуточный этап тоже может быть? Yeah, to be honest with you, I'm not sure that I know if there is a difference between, the child swallow and the adult swallow. I mean, you'd imagine that it would be stronger, but I'm not 100% sure. Я, честно говоря, не очень понимаю различия между глотанием младенца и глотанием взрослого. Понятно, что взрослого это сильнее, но я не очень понимаю вашего определения. Инфантильное глотание – это глотание неправильное, да? Это глотание, когда язык перемещается между зубами, и работают совсем другие мышцы. И инфантильное глотание воздействует на прикус, инфантильное глотание воздействует на многие системы, и на дыхание в том числе. Sure, I mean, and we don't know, like I said, how this kind of protocol addresses that type of swallowing. It's just not variables that we are
know how to control or К understand. сожалению, это не, у нас просто нет вот этих определений, мы не работаем с этими переменными, потому что у нас немножечко другие определения, это вопрос понятийный. So I don't think those are things that we've measured yet. Some kids, after they have chewed the food, they do have difficulty swallowing it, but we're going to lean on the other procedures that I went through to help them with that. Соответственно, и у нас есть здесь действительно, на которых есть трудности с глотанием пережеванного, соответственно, у нас есть другие процедуры, как обучить этому глотанию более зрелому. Спасибо. Yes, I mean, I'm definitely not a speech pathologist, so that is Но not к where тому же my я вам скажу, expertise что я и is. не логопед. Подскажите, пожалуйста, у меня несколько вопросов. Вот по теме глотания, вот сейчас сидела и думала, а как вы обучаете детей, которые не понимают значение слова «жуй» и «глотай»? I'm pretty much just using all these techniques that I've gone through, and some of these procedures actually help them to swallow. Ну, соответственно, некоторые процедуры, прямо, правда, им помогают глотать. So, you know, the way we place the food, with using those flip spoon or redistribution, it does kind of propel it. Соответственно, такой вот подготовительной процедуры будет размер куска, куда кладешь этот кусок для проглатывания. So it's thought that we kind of get the swallow going that way, and then when they contact reinforcement, of course, it's like, oh, И you want me когда to do они that. получают подкрепление, начинают понимать, что вот этот способ предпочтительнее. So, and then we'll model as much as we can. It's very hard to Понятно, model что a мы, swallow. если они не понимают, мы будем для них моделировать, чего мы от них ожидаем. But we can model chewing, of course. Мы можем моделировать доживание, но сложно им показать, как, собственно, надо проглотить. То есть это, наверное, больше на имитации какой-то, да, будет основываться? Is that about teaching imitation? Imitation or communication? Imitation. Моделинг. Yes, we would be relying on modeling, hopefully, you know, hoping that they would imitate what we're doing, correct? Да, мы пробуем, чтобы он сымитировал то, что мы делаем, надеясь, что то, как он сымитирует, будет правильно. Спасибо. И еще один вопрос, если позволите. Если у ребенка сформирован навык жевания, то есть он жует любую абсолютно пищу, но когда, например, он ест определенный вид, ну, например, суп, то он его может есть только измельченный, потому что набирает в рот ложку супа и сразу ее проглатывает. То есть еда не задерживается во рту. И, соответственно, если попадается хоть небольшой кусочек, это начинает вызывать рвотный рефлекс. So is this lower textures or a mixed texture? Yeah, you have to be careful with mixed textures because they tend to not feel the texture and just try to swallow it. Нам нужно очень осторожно подходить к обучению использования смешанных текстур, потому что ребенок может ее не чувствовать и пытаться проглотить как жидкую. So usually you have to make sure you have a pretty smooth texture, or you've got to start teaching chewing to help them put those two things together. То есть либо мы начинаем с более блендированных текстур, либо мы одновременно учим детей жевать, и потом на этом строим последующий навык. Он умеет жевать, он все жует: мясо, яблоки, печенье, картофель, все. Но именно когда это суп, то есть жидкость с кусочками, он это проглатывает. Well, то есть не задерживает пищу you во might рту. be able to still like just have, you know, small amounts and maybe pull like some of the pieces out of the soup and prompt him through chewing, and maybe then over time begin to put the liquid back in. Можно его пробовать поначалу, есть суп, вытаскивая из супа кусочки, учить, что это надо жевать, а потом начинать добавлять туда жидкость, чтобы он научился прожевывать кусочки, которые находятся внутри жидкости. Спасибо. That's a hard one. Это сложно. Other questions about chewing? Еще вопрос про жевание? And I think we have more time, correct? У нас еще осталось время, yes. So I do have more to go through. If you guys are interested, I'm happy to keep going. But if you've had enough, we Если can вы stop уже here. много для вас, мы можем остановиться, потому что у меня есть еще материал, которым я готов делиться. Готовы? Yes? Keep going? Okay, good.
Okay, so what we'll talk about is there are some alternative treatment approaches other than what I've talked about today. О чем будем дальше говорить, потому что есть и другие программы помощи, которые не похожи на то, что я сейчас говорила. And one is a really aggressive tube weaning approach. Один из них – достаточно агрессивный отход от использования трубки. And what I mean by this is they really try to promote hunger by aggressively reducing tube feedings. Когда сторонники данного подхода пытаются усиливать голод, когда быстро раз убирает сразу же гастростому. And in those meta-analyses, or that meta-analysis I was referring to, some of the studies did use tube weaning, and there were some positive effects. Если смотреть на метаанализ, когда проводится анализ множества публикаций на данную тему, то мы видим, что в некоторых случаях мы можем видеть позитивный эффект данного подхода. But we don't know how successful this is as a standalone. So what were they doing with behavioral interventions? Но мы не очень понимаем, насколько это может быть успешно и что они делали в плане еще дополнительного поведенческого вмешательства. And a side effect was some weight loss as well. Но там также присутствовал побочный эффект в виде потери веса. But it might be promising, and it's something to be aware of. Но можно думать об этом как о том, что на это можно в будущем надеяться и думать об этом. Okay, another approach out there is called sequential oral sensory. Следующий подход, который часто используется, это последовательность оральной чувствительности. And this has roots in sensory integration. И это подход, который используется в рамках направления, которое называется сенсорная интеграция. And so my colleagues and myself, because we don't know if there's any evidence to support this type of treatment, we wanted to take a look. Ну и поскольку мы не видели никаких публикаций, которые показывают эффективность данной штуки, нам хотелось посмотреть, она вообще как работает. So we wanted to look at this SOS approach. То есть мы захотели посмотреть, как на практике работает вот этот вот сенсорно-интегративный подход. And compare it to an applied behavior analytic approach. And that's just what I've been talking to you about all По day. сравнению с подходом, который находится в рамках прикладного анализа поведения, собственно, о чем я вам до этого говорила. Okay, so when we did a quick kind of search of the internet, если в интернете начинаешь искать, we found that about 30% of the programs were using principles of ABA or these behavioral techniques. То мы видим, примерно в 30% случаев используются как раз поведенческие основы вот этого нарушения питания, работы с этим. And 72% were using things based on sensory integration. 72% используют как раз подходы, основанные на сенсорной интеграции. And about 64% specifically said they used SOS. И из них, из этих 72, 64 как раз подход вот этот SOS используют. And so what this is a really child-directed approach. It uses a lot of role modeling. Как это выглядит? Это действительно подход, когда мы следуем за ребенком, используем много ролевого моделирования. And there's a lot of sensory motor exercises involved. Там масса используется всякого рода сенсомоторных упражнений. And they use food as a therapeutic tool. Еда используется как терапевтический инструмент. And really, they're also using systematic desensitization. Там же используются процедуры систематической десенсибилизации. And this is just, gradually exposing a child to something that's anxiety-provoking. Что есть десенсибилизация? Это постепенное ознакомление человека с тем, что вызывает у него на момент обращения сильную тревогу. And in this case, it would be food. So they're slowly introducing them to food. То есть, если это касается еды, соответственно, мы медленно начинаем предъявлять издалека прям ребенку эту еду. And at the same time, they're teaching the child to engage in relaxing responses. Одновременно ребенка учат и дают ему очень интересные такие сенсорные стимулы. However, like I mentioned, there's no empirical support to date to support this treatment. Я уже говорила, что пока все-таки нету никаких эмпирических исследований, которые показывают какую-либо эффективность этой техники.
So what we wanted to do is evaluate this treatment for food selectivity. Что мы пробовали? Мы пробовали оценить эффективность данного подхода в ситуации сильной разборчивости в еде. And compare it to an evidence-based behavioral intervention. И сравнить эффективность этой программы с доказанной эффективной поведенческой. And you'll notice this letter M. Вы видите эту букву М, там где М, СОС. And that just means modified because we had to add some additional systems of measurement to SOS. Мы почему добавили М? Потому что мы немножечко процедуру модифицировали, добавляя туда дополнительные показатели для измерений. And of course we had to do this so we could actually evaluate it and compare it to the other intervention. Нам пришлось это делать для того, чтобы можно было сравнивать этот подход с другими видами вмешательства. So one of these things would be integrity measures across both of the treatments. Следующий подход, нам надо посмотреть процесс согласованности наблюдателя, который в тех и в других сессиях. So it's just making sure that these therapists were implementing the treatments as planned. Надо было посмотреть, насколько те, кто реализует данную программу помощи, не отходят от изначального протокола данной процедуры. And then across those treatments, you can see that integrity was very high. И вы видите, что и в том, и в другом, в той и другой модели, собственно, процент неотхождения от протокола, он был достаточно высокий. Another additional measurement is we would have to do some baseline probes here and there. Oh, it's okay. It's animation. Картинки разные, она говорит, все нормально. So essentially what we do is in the middle of the treatment, we'd have to kind of go, okay, let's stop for a second and present these bites in a specific way just to see if the child would eat them. Что мы делаем? Мы в середине сессии останавливаем то, что они делали, даем кусочки и смотрим, насколько ребенок их съест. And we used a lot of computer-based data. При этом мы используем данные, записанные на компьютер. To measure acceptance specifically. С тем, чтобы смотреть, насколько ребенок принимает эту еду. And we had 6 participants. При этом у нас 6 участников исследования. And what we did is we enrolled them in pairs. So we'd have a child going through the ABA treatment and a child going through the SOS treatment. Что мы делаем? Мы делим их по парам. Один идет на ABA, второй идет на SOS программу. And we conducted all of this in our feeding program in the Midwest at the Monroe-Meyer Institute. И мы сравниваем это в нашей программе и на среднезападной части Соединенных Штатов в другом учреждении. So as you've probably caught, I wasn't always at the Marcus Autism Center. Но вы, наверное, то есть как бы это не в Маркусе программа. And then a lot of this, especially for SOS, we'd use a large indoor playground. Для сенсорно-интегративного подхода мы используем большие места, вот эти игровые площадки. Which I don't know if you have a picture. Oh, there it is. Yep. There's the playground. Вот оно. And then my doc student at the time, Kate Peterson, went to a 5-day SOS workshop. Мало того, нам приходится мою докторантку отправить на обучающий семинар по данной технологии. And she was our certified SOS therapist throughout the study. Соответственно, для того, чтобы участвовать в исследовании, она становится сертифицированным терапевтом, обученным работе с данной методикой. Okay, so now I'm going to talk about a few things related to baseline. Ну вот теперь, соответственно, базовый уровень. In the ABA treatment, we would place that bite in the bowl in front of the child like this. В сессии поведенчески-аналитической мы перед ребенком в миску вот этот кусочек предъявляем. And Kate would say, take a bite. И Кейт говорит, возьми кусочек или съешь ложечку. In the other treatment, you can see that it's not in a bowl. We just kind of place the food directly on the table. В другой парадигме мы видим, что это находится не в миске, эта штука находится на столе, кусочек. And at this point, Kate would just say things less directive, like chicken is yummy. И Кэти говорит более такую непрямую штуку, курица вкусная.
And then in both conditions, if the child did take the bite, she would just say, "Good job taking your bite." Ну и, соответственно, и в той, и в другой ситуации, если ребенок таки-то съел, дается одна и та же типа похвала, типа молодец, съел кусочек. And then across both, we do that mouth clean check. So if they did take the bite, we'd see if they'd swallow. Ну и там мы смотрим, что остается во рту, прежде чем ребенок это проглотит. And then for our ABA treatment, we're using self-feeding. Далее в поведенческой программе мы обучаем самостоятельной еде. And non-removal of the spoon. Используем технику неубирания ложки. Which you can kind of see Kate doing that in this video, or not the video, the picture. То, что вы видели на картинке, да? And then we also had continuous interaction, so she would be talking and playing the Ну whole и time. продолжаем взаимодействие, то есть она все время взаимодействует во всей этой процедуре. With SOS treatment, usually I'd begin with like a sensory preparation routine in that big playground. Программа СОС, она выглядит обычно. Сначала идет сенсорная подготовка вот на этой большой типа площадке. And then they'd move to the room and continue this preparation and do a hand washing kind of routine. Затем они переходят в терапевтическую комнату, делают подготовительную работу, которая чем-то похожа на мытье рук с этой пеной в контейнере. And then what they would do is they'd slowly, again, expose the child to food, and they had hierarchies. Затем, что они делают, они потихоньку начинают знакомить детей с разной пищей, и там есть определенная иерархия еды. And each hierarchy had 12 different foods and a drink. Соответственно, они пробуют 12 разных видов еды и напиток. And a lot of times, like as you move through the hierarchy, the foods would be very similar, like in color and look. И когда они говорят про иерархию, еда при этом похожего цвета и похожим образом выглядит. And then they move through steps to eating. И вот в иерархии идут еще по шагам переносимости разных уровней презентации пищи. And they'd start with just, visual tolerance, just being okay with it on the table. То есть поначалу от ребенка требуется просто зрительно переносить, что это находится с ним рядом на столе. And then they move to indirect interaction, so maybe touching it with a paintbrush. Затем идет непрямое взаимодействие, например, потрогать кисточкой. Or using a utensil. Или столовым прибором, но не есть. Then they move into smelling the food. Затем они переходят к тому, чтобы ее понюхать. Touching the food. Потрогать. It's a little extreme. Ну да, здесь несколько экстремально это выглядит. Tasting and then hopefully consuming the food. Затем просто попробовать, и последний как бы шаг иерархии – это ее проглотить. How? It really depended on how the child was doing for SOS. So they would use this least and most prompting sequence, which is the next slide, if you want to just. Это все зависит, длительность шагов зависит от ребенка, насколько он прогрессирует. И сейчас я расскажу о типах используемых подсказок. And like I mentioned, this is very child-directed. So if the child resisted at all. Но я хочу отметить, что это очень такое следование за ребенком, потому что если ребенок на каком-то этапе начинает сопротивляться, they'd remove the food completely, and it's a chance that they wouldn't even get through the hierarchy. То есть, соответственно, еда тоже убирается, что уменьшает шанс, что ребенок дойдет до конца этой иерархии. So again, it's really depending on how well they're doing and if they'll let you proceed to the next step based on their behavior. То есть, как бы действительно все зависит от того, как они хорошо это делают, и от того, как ребенок реагирует поведенчески на эти дела. And then this should be a video that gives you a pretty good idea of what the SOS treatment would look like from beginning Ну to и вот end. здесь, соответственно, мы сейчас покажем на видео, как выглядит эта программа сенсорная. Good job! Then you try it again. Push, push, push. Good. Wait for some. Let's go. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Wait for some. Let's go. Swish, swish, swish. 1, 2, 3. Oh, it's good blowing. Can you blow these? Good job blowing. Can we try?
что это было-то? Ребенок не знает, не знаю, что за еда, но что-то, что он принимает. Целуют они ее, пока не едят, просто целуют. Ben can do that too. Can you pick it up with just your lips without touching it? Oh, now it's on your head. How did it get way up there? Can I put one on my head? Oh, that one. You know what you could do? Yeah, this is my drink. That's yours. Good job taking mine with our heads. Ready? I can do it. Good job! You did it! Okay, we can knock the rest in here. Perfect. Good job. I'm gonna try blowing my bubbles. Ready? Whoa! It looks like snow everywhere. Can you wash those hands? Okay, so now let's take a look at the results. Теперь смотрим на результат. And even though it says MOSOS, that's the title of the manuscript on the top there. Несмотря на то, что это СОС-программа, при этом все равно у нас есть разные ее соответственные этапы. What we're actually looking at is acceptance, and this is for the ABA treatment. Но при этом мы смотрим на процесс принятия и смотрим, как в поведенческой программе. And as you can see for this participant, we get some variable acceptance during our baseline with those open triangles. Смотрим для этого участника. Она меняется степень принятия пищи, это не заштрихованные треугольники. And then when we go to treatment, using that non-removal of the spoon and reinforcement, we see pretty nice increases in acceptance. Когда мы переходим к самой, собственно, терапевтической программе, мы видим, используем технику перевернутой ложки и не убирания еды, мы видим, как сильно увеличивается принятие пищи. And that's the closed circles. Это заштрихованные кружочки. So if we look at the counterpart who is going through SOS, если мы смотрим на SOS-программу, and we look at acceptance during baseline, we see no acceptance. Смотрим, какую степень принятия пищи до начала программы помощи, мы видим низкую степень, вообще ее нет. During treatment, we see no acceptance. Во время терапевтической программы мы опять не видим никакого принятия. And then what the treatment dictates is that when kids aren't successful, you actually remove them and kind of take them back to baseline. И протокол предполагает, что если прогресса нет, соответственно, мы программу заканчиваем и опять начинаем с нулевой точки. So they're not part of treatment anymore in that whole routine that you saw. То есть меняется опять вот это вот. So after this, we then went to our ABA baseline because we did add a few structural components. Затем мы, соответственно, возвращаемся к программе ABA, проверяем в начале. So we wanted to make sure we didn't get a change. И смотрим, можем ли мы на этих же детях это изменить. And then we moved to treatment, which again is the closed circle. Переходим опять к программе помощи, это штрихованные кружки. And after that first session, we see pretty rapid increases in acceptance. И после первой сессии видим достаточно быстрый процесс улучшения принятия еды. What we did find with this participant, though, is the treatment effects generalized to the other foods, so they ate them too. Что мы видим у тех же самых участников исследования, что если он начал принимать одну еду, то она генерализуется на другие виды еды тоже. So we go to treatment with pear, they just decided to eat chicken and green bean as well. То есть если нам удалось достигнуть успеха с грушами, они потом будут есть и курицу, и зеленые бобы. And that's just kind of showing you that. So because of that, we wanted to go, okay, let's try to replicate the ABA intervention with another set of foods. Дальше мы попробуем тоже поведенческое вмешательство с другим набором продуктов. And so we're able to do that during baseline. We don't get a lot of acceptance. Ну, на базовом уровне не особо много у нас принятия. You can see he did it for a second and I think realized, oh, well, I don't have to do this because treatment's not in place. Здесь такое с первой, второй едой есть, но, похоже, ребенок попробовал, проглотил, а потом понял, не, я этого делать не буду.
We then drop in the ABA intervention. Затем начинаем поведенческое вмешательство. And we see nice increases in acceptance across these И three мы new видим foods. хорошее улучшение по принятию этой еды. So overall, during our behavioral intervention, acceptance was high across all foods. Что получается? В поведенческой программе вмешательства в принятие еды достаточно хорошо с разными видами еды. But during MSOS, acceptance was at or near zero for all of the foods. А что касается, соответственно, сенсорно-интегративный, уровень принятия еды остается на нулевом уровне. I do want to highlight again, though, we did see this generalization effect, at least with one participant. Что я еще раз хочу сказать? У одного ребенка случилась таки эта генерализация. So is it possible because they had all that, different indirect exposure? Is that why they were so receptive? We're not sure. Мы не знаем, почему это у него случилось, то ли потому, что действительно много раз непрямым образом потихоньку привыкал к этой самой еде. And like I said, this only happened with one of three participants who went through MSOS. Это случилось улучшение только у одного участника из трех. And I went over this earlier, and we're kind of running out of time, so this might be a good Я place об to этом stop. тоже говорила, потому что мы, поскольку начинаем из графика вываливаться, здесь, наверное, мы остановимся, потому что там еще пара слайдов, которые уже были, и вот здесь финальные вопросы. But if anybody has any questions in the remaining few minutes. Давайте, у нас буквально пару минут осталось на вопросы. Угу. У меня такой вопрос. Какую стратегию вы используете, если ребенок имеет очень быструю скорость еды? То есть он ест ложка за ложкой очень-очень быстро, и нам нужно сделать, чтобы он кушал в приемлемом темпе. Каким образом это достигается? Спасибо. Like a pace of eating question. We've there probably are a few studies out there, but sometimes you have to actually prevent the child from taking bites. Иногда приходится действительно каким-то образом предотвращать хватание нового куска или ложки. And you might have to use like a timer to kind of go, okay, this is when you're allowed to take your next bite. Соответственно, мы используем таймер, который, когда звенит, можно взять следующую ложку. And then probably using, reinforcement when they follow that rule. I mean, that is a tough one. Используем подкрепление, когда ребенок следует данному правилу. I would have to look. I think there are older studies that look at like the rapid pace of eating, and those are the things I can think of that they tried. Ну вот это давние достаточно исследования с высоким темпом еды. Ну вот это вот то, что они раньше использовали. But it probably is going to take a lot of effort on the feeder or whoever's supervising to slow them down. Но понятно, что огромное количество усилий потребуется от того человека, который кормит ребенка либо находится рядом, для того, чтобы замедлить темп поглощения еды. Or potentially, if you have control over it, you can just put the bite out on your time-based schedule. Ну, в конце концов, если у вас есть над этим контроль, вы можете просто выдавать по малому количеству, добавляя, когда ребенок съел. Да, когда ты контролируешь рядом этот процесс, да, но мы все-таки хотим, чтобы он стал самостоятельно есть тоже в таком же темпе, без нашего присутствия рядом. То есть мы можем использовать разные стратегии, чтобы прийти к этому, да, таймер, мы можем считать, мы можем еще что-то делать, но не удается нам отойти от этого процесса, дистанцироваться. То есть ребенок ест медленно только в нашем присутствии, когда контроль осуществляется за количеством этих ложек, за скоростью от нас. И вот сложно именно сделать так, чтобы он ел сам потом медленно. Yeah, I mean, at least if your presence helps with it, at least you've got that. It is hard to kind of fade yourself out when it's a covert behavior like that. They know you're gone, so it's like, now I'm back to this again. Но как минимум у вас уже есть контроль за ситуацией, когда вы присутствуете, мы потихонечку будем тогда спланированно снижать степень этого контроля. And I don't know if they're aware. You can go, hey, we're still watching you, and we still want you to eat at a slower pace. And if you have, то есть потихонечку начинаем отдаляться, типа вот я за тобой слежу. And if you have really potent reinforcers, it'd be, hey, if you eat appropriately, you can earn Если у вас есть X. действительно хорошие подкрепления, вы договариваетесь с ребенком, будешь правильно есть, хорошо кушать, получишь.
But I agree, that's a tough problem. Но это проблема Yeah. сложная. Other questions? Еще вопросы? Мгм. У меня сплошные вопросы. Подскажите, пожалуйста, а вот мы в начале лекции говорили о том, что есть дети, у которых именно не берут, не пробуют новую еду, как боязнь, фобия какая-то. Вот как именно правильно, ну не заставить, а как, ну, наверное, заставить, как правильно заставить именно съесть этот первый кусочек? So, that's a great question. And I think what I was kind of making the point of is I think that's a natural part of development and why kids become picky. Но хороший очень вопрос. Я уже говорила, что есть там естественное объяснение, чего они вдруг в каком-то моменте становятся разборчивыми. But if we use, those good hygiene things that I reviewed earlier, hopefully that's a way to encourage them to be willing, because they usually grow out of this if it's not a Они real чаще problem. всего, если это не тяжелая проблема, они вообще в норме это перерастают самостоятельно, без всяких вмешательств. Но если это продолжается долго, то вот, собственно, все, о чем я говорила, когда мы увеличиваем вероятность принятия пищи. То есть эта норма, вот как было в начале, это примерно от 2 до 6 лет, это норма, когда ребенок избирателен. Yes, I mean, I think it is a natural part of the progress. So, around that, 2 to 4 or whatever it is quite normal for them to do that. And as long as they start to blossom after that, yes, it is okay and normal. То есть все-таки считается, что неофобия является частью типичного развития для детей в возрасте до 2, до 4, там чуть постарше лет. И, скорее всего, они от этого будут уходить. As long as they're sticking to their core group of foods and it's fairly well balanced, it's okay if they're not willing to try new things all the time. То есть, если у него вообще пищевой рацион какой-то более-менее ничего, ну ничего, что он какое-то время просто не будет пробовать нового. And I live with one right now. She's 5. Одна из них моя дочь, ей 5 лет. And she's that kid that's like, oh, it looks different. No. So. Она как раз из тех детей, которые так посмотрят, говорят, не, выглядит по-другому, не, есть не буду. And we'll usually just say, okay, well, but you need to try one little bite, and if you don't like it, it's fine. Что я ей говорю, слушай, ну попробуй маленький кусочек, не понравится, ну и ладно. And then reinforcement, of course. Well, ну и, конечно же, подкрепление. If you want X, then you have to try that little bite. So we Если use ты хочешь вот это, ты попробуешь чуть-чуть маленькую. То есть мы используем такие типичные обычные стратегии. And then after that, I don't push the issue, and she's becoming to explore more. Если она говорит нет, спасибо, соответственно, я не продолжаю давить, она будет позже исследовать эту область. But she's a typical eater, just going through a goofy phase. Но она просто обычный едок, она просто вот проходит вот эту зловредную стадию. Спасибо большое. Yes. Это будет последний вопрос у нас, потому что время вышло. Хотела бы я узнать, насколько уместен будет мой вопрос, когда использование ABA при булимии, который сейчас очень часто встречается у детей сразу. Oh yeah, that is a really good question. Это, знаете, хороший вопрос. And because I'm, focused on pediatrics, I'm not sure how well we've been able to apply those kind of techniques to somebody with bulimia or anorexia. Ну вот поскольку я в педиатрии работаю, то мне проще говорить об анорексии. Right now, at least with all the treatments that I've talked about, we haven't extended it to that population at this time. На сегодняшний день мы стараемся расширить рамки наших программ и на вот этих товарищей. And we usually talk about those more as eating disorders, and this would be more of a feeding disorder. И когда мы говорим об анорексии и булимии, мы скорее говорим, что это расстройство приема пищи, а здесь мы говорим о нарушении кормления. And I'm willing to say that's outside of my scope of expertise. И это не совсем соответствует моему, моей экспертизе этот вопрос. Хорошо, спасибо. All right, thank you, everybody. Всем большое спасибо, что были с нами. Завтра будет много интересного. Мы продолжаем вас ждать. Приходите, пожалуйста.